Всем привет, мы продолжаем проходить Хогвартс Легаси. Вот, и я тут ввязался в дуэль на палочках. Надо какое-то побочное задание выполнить, чтобы проходить другие побочные задания, либо основные сюжетные. Поехали, дуэль на палочках. И меня тоже притягивают. Так, давайте как-то по очереди нападайте, что ли. А почему я в нее не попадаю? Странно. Почему урон не идет? О, пошло дело. А! Поражение. Не так-то просто, походу, их завалить. Да, давай еще раз. Может, их как-то по очереди надо активировать? Ага. Эй-эй-эй. Ну-ка, отпусти меня. А мне напарник-то вообще попадает? О, ну, по-моему, нет. Все равно их трое. Щиты-то я им сбил, но я что-то в боевке, видимо, не понимаю. Да, давай еще раз. Привязка к цели, ну это понятно. Вот иди сюда. Кому-то по нему урон не идет, он, наверное, защищается. Надо вовремя стрелять, да, и отбивать атаки. Давай хоть эту побьем. Нет? Плохо дело. Что-то они тут мочат и мочат своими атаками. Давай еще раз. Фиолетовые щиты с помощью заклинания, как манящие чары. Ну, хорошо. Но там у одного желтый щит. Но дело в том, что щиты-то я разбиваю, но они втроем тогда начинают атаковать. Ну отпусти меня. Да отпускай. Блин, как они сносят много вообще. Вот. Одну замочил. Сейчас и меня замочат, блин. Надо прям быстро своей палочкой махать, что-то делать. Я не совсем еще боевки разобрался, вот что. Падла. А какой Люмос? Блин, я не понимаю, что-то как-то это... Защита не работает.
Надо, наверное, больше изделий защиты, я не знаю. Glad to hear it. Мне лечиться нечем. Блин, а зачем мне еще раз? Ну, а чё он не сбивает? Вот, наконец-то. Ну, да. О, вроде парировал, но меня сейчас замочат. Не, пойдем за этими, за лечилками сходим. Что-то беда какая-то вообще. Care to go again? I think I'd better rest for a bit. Я не успеваю. У меня не хватает здоровья, чтобы троих сразу замочить. О, хоть эту поймал. Так, давай посмотрим, как это переместиться-то. Ту-ту-ту. По идее, в городе должно быть, да? Карта Хоксмида. Угу. Так, еще раз давай. Вот сюда. Переместиться, вот, запретный лес. Может быть, хотя бы. Здорово, Андрюх. Что, у тебя получилось ее купить? Сейчас попробуем зелье купить. Хилище. How nice to see you, my young friend. Как-то мы так бежали вроде. Сейчас заодно грибков пособираем. Подожди, или Хогвартс с другой стороны. Не, по-моему, вот так вот мы бежали. Ну, подожди. Сейчас надо убедиться. Тун-тун-тун. Где город-то у них? Угу. Да, вот так надо идти. Здорово. Здорово, Альфа. Блин, чесать-то не ближний свет. Надо как-то построило, что ли, пооткрывать, чтобы в город, если что, мотаться. Тут, короче, два варианта. Либо я просто не въехал в эту боевку, либо, не знаю, у меня просто лечилок мало. Но мы их, типа, еще не проходили, эти лечилки, чтобы создавать. И беда в том, то, что я их сделать не могу. И задание это, ну, не могу взять, которое тебя учит лечилки делать. Так вот, я его, может быть, не нашел. Я помню, что мы там ходили, но походу я его не открыл. Потому что у меня в самом городе там ничего нету. Подожди. Revelio. Боевки путаюсь напрочь вообще. Hogsmeade, here I come. На площади в центре.
Ну, короче, я так понял, ты ее купил, да? Не знаю, я походу не находил ее. Знать бы еще, где тут центр вообще. Вот тут есть. А почему она тогда, я не понимаю. Почему она тогда у меня не отображалась? Вот этот Хокс нет. На самом здесь почему-то нету быстрого перемещения. Странно как-то карта. Не знаю, непонятно. Боевка не то что не чувствуется, я, блядь, путаюсь. То ли парировать надо, то ли мочить их, хер поймешь. Так, давай, карта хотя бы. Где тут? Вот тут, по-моему, да, у нас зелье. Давай переместимся. Как из Хогвартса в Хогсмит попасть быстрым перемещением? Почему-то тут этого нет. Либо я просто что-то не вижу. Вот, это точно я тут открывал эту херню. Где у меня тут лавочка? Сейчас хоть самогонки возьмем, а то тут задание не пройти. Ну-ка, мэн, иди-ка сюда. Рецепты зелий. Так, а само зелье-то можно купить? Вот. Перезарядки нет. Тоже не то. Защита. Вот. Исцелиться. Это же на хилы у нас. Давай вот эту дичь я продам сейчас. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Хилок поднабрать. A wise decision. Thank you. Давай 3, наверное, мне хватит. I hope to see you again. Farewell for now. Надеюсь, хватит. Так, вот мы, короче говоря, находимся вот тут. Окей, я в городе, типа. Карта Хогвартса. А где сами? А. Угу. Короче, флажки-то и есть у нас быстрое перемещение, да? Это что за задание? Ну вот, скрещенные палочки. Мне сюда надо. Примерно так. А, вот оно что, как работает-то. Много странно. Надеюсь, я хоть туда попаду. Ничего, в этой хрени надо разобраться один раз, и потом будет все нормально. Так, старичок, давай-ка запускаем задание твое. Тренировочный манекен нет. Сразу же Hello, биться Lucan. будем. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Надо эту хрень пройти, чтобы, короче, открыть возможность делать себе лечилки. I'm Lucan. ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Без Yes, разницы, Natty. по-моему. Кронос, привет. To it. Без разницы, короче, по ходу. Кого выбираешь, все равно не особо не помогает. Apologies in advance. Давай, 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 давай. Luma, Вот, наконец-то пробил ему эту хрень. Luma,
Получается, когда у тебя над головой загорается этот круг желтый, получается, тебя атакуют. Ты должен парировать, да? Все, ну один потух. Падла. Я уже забыл, как лечиться-то, мать твою. Во. С дури аж сразу две высосал. Так, а вот да. Эту желтой надо лопить. Ну что, с боевкой надо придрочиться. Колос Ризлин, это вопрос или этот? У меня этот, как его? Bravo. I gave it my Гриффиндор у меня. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you. Что там, другие дуэлянты обратили на тебя? Ну ладно. They'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Короче, красный круг, когда у тебя над башкой горит, у тебя уже, ну, нету возможности его парировать, надо сразу же кувыркаться. А если желтый, то надо сразу же делать защитный этот. Lumos. Вот нет, ну почему-то вот иногда он люмос делает, хотя делать его не надо. Вот. А просто на Y, подожди. Че сегодня, блядь, весь день куда-то камера улетает. Lumos. Вот, короче, на Y парирование. И потом лупим, да? Эта штука притягивает, это бьет щит. Ладно, окей. Что там, завершите раунд тренировки и комбинаций заклинаний с Люкасом. А, опять? С ним 3 раза, что ли, надо Hello, подраться? Lucan. May I Можно use воспользоваться your dummy? тренировочным манекеном. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Ну, с манекеном-то уже явно будет попроще. Всё, мне с последним боем повезло. 1 против 4, 3 заглючило, и я их просто расстрелял. А у меня первый бой заглючило. That would be wonderful. Они просто стояли, и все, я их замочил. А эти, он, видишь, веселый и все. If you need to stop practicing Если before захочешь you прервать finish your тренировку, run, скажи let мне. me know. Окей. 4 Оливиоса. А затем 4 основные заклинания. А, это не тот, да? А, вот это. Все, я понял. Наверное, вот с этой тренировки надо было начинать. Ну ладно. Так, сначала вот эту штуку. Бам-бам-бам-бам. И потом притягиваем. Еще раз. Сначала... А почему нет? Потому что 4-й удар он делает 1, 2, 3. Потом... Чего? Не вовремя. В чем дело? Я же жму на X. Он почему-то его не притягивает. Так, зажатый. Бам. Не, недалеко точно. Тут надо когда-то РТ этот отпускать, ну, в смысле, курок нижний отпускать, и когда-то прожимать комбинацию. Вот, видишь? Ща, это вот, это надо допереть. Оп, 1, 2, 3. Ну, я же одновременно сейчас нажал. Подожди еще раз. Точка. Раз, два, три.
Блять, но он стреляет в него. Последовательность, не могу врубиться. Это вот механически надо делать. Ладно. Блять. Ну. Раз, два, три. Блять. Да, тут надо комбо прожимать вот как в каком-нибудь не файтинге, а каком-то слэшере. То есть как будто, ну, как будто ты в Devil May Cry какой-нибудь играешь, там есть определенные комбинации, которые действуют в связке, и получается комбо. Вот такому комбо тебя учат. Не знаю, я всегда, когда играл в Devil May Cry, я мочил просто, блядь, по кнопкам, как в Мартухе, да и все. Вот, наконец. Это рандомно получилось, походу. И этому надо привыкать. I'd say that's enough practice. You looked good out there. I say better to discover one's weaknesses. Что там, я считаю, лучше обнаружить свои слабые стороны на тренировке, не на дуэли. Теперь ты будешь грозным противником. Да, да. Assignment's all finished. Все задания выполнены. Теперь я только могу брать побочные задания. Это были как-то побочные задания, что ли. И потом я выполню основное побочное задание, чтобы пойти и уже научиться изучать вот именно зельеварение вот это. То есть тогда мы... Где-то сундучок есть. Ну, походу за стенкой. Ничего, хилки научусь делать, будет норм. Уже попроще. Там кого-то режут, что ли, за стенкой. Последние 2 раза проходил. Это 5-й, да, получается у нас? Я его 1 раз прошел. Но этот, как его, там есть такую штучку можно включать. Там за тебя комп делает. То есть даже не особо париться не надо, ты просто рандомно жмакаешь кнопки и все за тебя делают. Вот такой вот последний Devil May Cry. Но он прикольный, кстати. Мне вот 5-й тоже зашел, как бы она и сделана забавно. Новые персонажи, ничего. Я 4-й помню, что пару раз проходил как-то. Первый раз я 4-й Devil May Cry прошел на ноуте. Пальцы себе не словал. Без геймпада Devil May Cry тяжело играть. Профессор Гекат, все ваши задания выполнены. Прекрасно, в таком случае, вероятно, вы готовы изучить Инсендио. Вероятно? Да, я навещала немало своих коллег в больнице Святого Мунга и знаю, что обуздать огонь непросто. До сего момента ваш талант к заклинаниям меня приятно удивлял, но сейчас вам прежде всего понадобится сосредоточенность. Не хотелось бы, чтобы итогом сегодняшнего урока было что-то там. Начнем, и помните, движение палочкой должно быть очень точным. Сейчас мы ее в очко бабки засунем, эту палку. Тим, давай. И... Ну, быстрее. Оп. Эй. О. Сейчас, огнем будем швыряться. Не, ну все само, видишь, я говорю то, что вот примерно, ну, к примеру, 4-й Devil May Cry, там, 3-й Devil May Cry, чтобы у тебя прям джанглы получались противниками, чтобы у тебя связанные комбо были, там нужно очень охеренную, короче, серию уметь делать. Беспрерывно, чтобы они прям все в воздухе, ты находился постоянно, их беспрерывно лупил. Это надо придрочиться еще. Ну это, по-моему, тоже такое же дрочево без тачпада, блин, в ММО лобать. На тачпаде точнее. Вы изучили достаточно заклинаний, которые вам понадобятся. Теперь вы можете назначить Инсендия на свой комплект заклинаний. Для этого вам нужно поменять его местами с другим заклинанием. Ага. Все окей. Вот на вот так, да, мы его поменяем? Так все-таки привычнее будет.
Тут заклинаний еще хватает. И ими нужно будет по-любому регулярно оперировать еще. То есть всегда менять их местами, там, тудым-сюдым под разные ситуации. Даже, скорее всего, во время боя. Ну ладно, теперь заклинание с высоким уроном на небольшие расстояния выпускает какое-то там пламя. Все, пошли теперь основную сюжетку проходить. Ой, это урод здесь. Revelio. О, подожди. Там не только замок, там еще и этот, как его, страница какая-то. Или нет? Или да? Вот она. Да, деточка. Уже 9-й левел у меня, кстати. Тут прям за каждым, пристально надо наблюдать и внимательно следить практически за всем. Потому что некоторые объекты у тебя, едва заметны, но тем не менее с ними можно взаимодействовать и от этого прокачивать уровень. Типа, бежишь так раз краем глаза, там хлоп, где-то какая-то штучка есть, подошел к ней, там, сделал какое-нибудь заклинание. Тут их прям надо комбинации все вот эти вот знать на зубок. Ну-ка, давай-ка мы этот дьявольский оркестр попробуем замутить. Да, нет, не работает. Какая-то побочка есть. А, она выше. Ну, в принципе, что, я не удивлен. 3 часа только в нее наиграл. Сейчас карта-то не совсем ясна, как работает. С учетом того, что сколько тут всяких активностей. Вот это сундук, да? А, он еще выше. Или нет? Revelio. Я так с первого стрима примерно помню, что тут как делать. Но на это надо время. Вот сюда заходим. Есть тут что-нибудь? Поживиться? Не, нет. И выше. А чё-то никого нет. Revelio. Сейчас будем старого пса ждать. Сейчас он подойдет, нам выдаст задание. Ah, there you are. А, вот и вы. Он какой-то... Чё, он, когда зашел в этот кабинет, он что, меня не видел, то, что я тут нахожусь? Hello, sir. Здравствуйте, сэр. Профессор Гекат научила меня новому защитному заклинанию. So I hear. Я уже знаю. Она сказала, вы вполне освоились с новой палочкой. You must continue Продолжайте to работать с work профессором and your Гекат и own другими professors. преподавателями. Вам нужно много That упражняться. said, И все же не I don't стоит wish больше to откладывать slow down this посещение library any библиотеки. longer. So, Итак, shall we продолжим. proceed? Fig, Пик, у меня есть для вас поручение. Идемте. Headmaster, I'm with the Директор, я разговариваю с учеником. Расписание подождет столько, сколько я скажу, как и ваши ученики. Мне казалось, после тех проблем, что вы с Озриком не доставили, вы будете рады загладить свою вину. Жду себя в кабинете, у вас 5 минут. Он просто невыносим. К сожалению, наш поход в запретную секцию придется отложить. Но, профессор, у нас нет выбора. Будет неразумно еще больше злить нашего сиятельного директора. Я найду вас, как только выполню возложенные на меня поручения. Заебись. Я, говорит, сейчас тебя обучать чему-то буду, а в итоге взял и слился. Дирик на него пришел, наорал. Вот это что такое? Что-то блестит. Ну ладно. Как-то у этого енота надо выковырить эту штучку потом. Ну мы наверняка к этому идиоту будем часто приходить. Себастьян говорит о том, чтобы пробраться в запретную секцию. Может, он знает как? Эх, Себастьян, подожди. Задание. Угу. То есть в любом случае мне только это сейчас можно. Ну давай пойдем, короче, по вот этому заданию.
Если будут какие-то побочки появляться, тогда глянем. Вот какая-то есть побочка у нас наверху. Давай попробуем. Побочные задания тебе Perhaps you can help. объясняют, как какими-то секретами пользоваться, как их открывать. Вот. И отсюда у тебя уровень качается. Incendio. Упс, чуть птичек-то не спалил. You help me. Подожди. Lumos. Нет. Hello there. Я помню, Perhaps you can профессор help me. такие штучки выпускал. Ну-ка, а если переставить вот этот вот? Reparo. Это не так работает, да? Я помню, что профессор, короче, как-то этот делал, когда учил меня какому-то заданию, и у него возле этого тоже птички такие летали из оригами. Ладно, давай. Hello. Привет, звал меня? I was, yes. Звал, подумал, что ты Thought you захочешь might be присоединиться interested ко мне in ради going небольшого for a bit of an приключения. adventure, following a treasure А именно hunt of поиска deep сокровищ по spice. карте. Думаю, передышка Like в борьбе respite со from свихнувшимися battling the троллями old тебе troll, не I should повредит. think. Asked Poppy if Я she'd предлагал и be Поппи interested as well, but поучаствовать, couldn't но drag her не away смог from her оторвать его от Puffskein. шишки. I found two maps lying about, both У меня leading две to карты, и обе locations ведут к around местам неподалеку от Hogwarts. Хогвартса. Хочешь Care to взглянуть have a на look одну at из one? них? Ну, ладно. Following a Hogwarts treasure Искать map. сокровища по Count me карте in. Хогвартса, я в деле. Wonderful. Чудесно, меня Hogwarts завораживают тайны Хогвартса. You can keep whatever treasure Истинное lies at the сокровище end of можешь that. оставить себе. I'll be satisfied Меня интересует just только, knowing куда where it ведет leads. карта. Ну, ладно. Very well. Хорошо, I я shall взгляну на take a нее, look если when I найду find время. time. Fair enough. Договорились, встретимся здесь, если найдешь что-нибудь. Так, а мы идем или не идем что-то? Вот эту штуку я видел. А это случайно не в главном дворе? Ну ладно. Найдите первый ориентир, изображенный на карте сокровищ. Это здесь? Revelio. Нет, это не здесь, это ниже. Сейчас, подожди, я попробую отследить хотя бы это задание. Та-да-да-да-дан. Давай масштаб. Вот сюда. Давай поближе хоть перекинемся туда-сюда бегать что-то, я не знаю. Конечно, оно и полезно, может. Так, эта штука еще ниже. А вот здесь, вот она. И это же оно. Rhinoceros skeleton. Скелет носорога, значит, я на верном пути. Найдите второй ориентир, изображенный на карте. Так, давай отсюда ниже спустимся. Второй ориентир, по идее, он должен быть у нас где-то во дворе. Это выход во двор? Ну да, вот он. Я помню, что фигура какая-то знакомая. There's the fountain. А вот фонтан. Похоже, я уже близко. Еще побочные задания. По-моему, чем больше побочек таких делаешь, тем больше у тебя побочек появляется. Мне сюда. Подожди. Карта. Так, коллекции, где она? Вот. Да, посмотрим. Ага, тут, значит, картину, и потом что-то притянуть возле этой картины надо. Сейчас попробуем. Revelio.
Но она явно не тут. Узнать бы, как она выглядит. This stairwell looks promising. Кажется, нужна лестница. О, вот эту штучку можно сделать. А где стрекоза? Тут где-то стрекоза от этой картины должна сидеть. Ну, я вот, кстати, не фанат Final Fantasy. Revelio. Но они так прикольные. Бо. Короче, идешь делать одно побочку. Еще несколько побочек по дороге находится. И за что хвататься, хрен его знает. Он что-то про лестницу говорил. К чему бы это? This looks like the portrait from Так, the map. вот, портрет карты. And where's the treasure? Так, сейчас, подожди. Revelio. Здесь ничего такого больше нет? Нет. Так, а вот здесь откуда-то... Вот здесь должна сидеть стрекоза. Lumos. Вот только где она может сидеть? Она довольно-таки неприметная. Она может сливаться, скорее всего, даже с общим пейзажем. Но она наверняка в этой комнате. Вернее, на этой лестнице. Может, повыше подняться. Сейчас я тут пару пролетов осмотрю. Нет, так нет. Потом найдется. Не знаю, где эта стрекоза. Со времен PS1 шпилю мне, можно сказать, There was a первая doorway любовь. hidden in the portrait. Wonder what came of Arthur's search. Какую-то одежду, короче, дали. Revelio. А где стрекоза? Может, она где-то на картине? Тут вот такая большая стрекоза где-то и должна сидеть. Подожди. Вот, нужно сфинкса такого найти. В общем, такой же пейзаж. Все, я вспомнил, как эту загадку решать. Тан-тан-тан. Только где он? Тут? Да нет, вряд ли. Revelio. Ну давай на всякий случай тут заглянем, что можно. Крысить может. Не, ни хера. Шли ниже. Где-то нужно сфинкса найти. Ну, причем он должен быть вообще где-то рядом. Давай повыше. Блин, где он? Ну, это вообще музыкальный класс. Классика. Revelio. Где-то должен быть сфинкс и горшок.
Так, там еще ковер какой-то валяется. Окошки я запомнил примерно. Ну, тут везде такие. Только надо, чтобы трехстворчатое было. Тут, ну, явно не так. Давай ниже попробуем. Нет, вообще не то. Это какое-то вообще подвальное помещение. Revelio. А зачем бить-то было? Так, я не знаю, что-то я не могу найти. Не знаю, где этот сфинкс. Ладно, примерно я запомнил, где эта штука. Плохо, что не отмечается она никак на карте. Ну, типа, если ты вот начал делать вот эту побочку, никак ее не отметить. Чтобы потом к ней вернуться, это надо чисто помнить. Ну, наверное, как и во всех Metroidvania'х. Тут же такое вот что-то есть от Metroid. Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Хотя, может быть, вообще эту стрекозу не здесь надо искать. А вдруг? Ну-ка, что-то... Нет, тут окошки другие. Ладно, хотя бы этот побочный квест дадим. Так, еще выше. Тут просто лабиринт самый натуральный. Тут очень просто вообще запутаться. Ну, книжка летает. Иди-ка сюда. Вот цветок есть похожий. Что-то сфинкса я не вижу. А вот он где. Пацан, ты далеко не уходи. Hello, Arthur. Привет, Артур. Подумал, тебе будет интересно узнать, что карта привела меня к двери, скрытой на портрете. О, как ловко. А моя к лодочному сараю. Едва успел откопать сокровища, как заметил приближающегося директора. Он прогнал меня, но я ухитрился прихватить парочку галеонов. А ты что нашел? Я нашел, как мне кажется, форму, принадлежавшую какому-то историку. Повезло тебе. Значит, наши поиски увенчались успехом. Я правильно сделал, что предложил тебе присоединиться. Удачи. Всё, да? И сбрасываются задания, кстати, которые ты взял. Давай посмотрим, что там я какую-то шмотку нашел. Или нет? Что-то лежало в сундуке. Ой, хрен бы с ним. Пойдем какую-то запертую секцию искать. Тут можно просто часами проводить. В общем, если я правильно понял, все секреты и так далее, все вот эти вот побочки, карта полностью зачищается за 70 часов. Не знаю, хватит ли у меня терпения этим заниматься.
Ну-ка давай, иди-ка сюда. Sebastian. Себастьян, вот ты где. Как раз тебя-то и хотел увидеть. Я был в 3 метлах после нападения троллей и видел, что случилось с Руквудом. Виктор Руквуд обычно не устраивает учеников своим вниманием, в общем. Не уделяет. Не удостаивает учеников своим вниманием. В чем было дело? Это из-за Ранрока. Ну да, да. Похоже, он в сговоре с Ранроком, а Ранрок хочет получить что-то там. Ранрок, когда это тебе удалось? Мы с профессором Фигаром очутились там после нападения дракона. Это просто невероятная история. У Фига был портал. Портал в Гринготс? Что-то не понимаю. Да я тоже не понимаю, хоть это и все и случилось на моих глазах. В общем, мы попали в какое-то древнее хранилище, и там нашлась карта, ведущая в запретную секцию. Ты, должно быть, шутишь. Отнюдь, профессор Фиг настаивал, чтобы мне об этом не узнала ни одна душа. Я и так рассказал тебе слишком много. Я понял, я никому не расскажу, чтобы это не было. Спасибо, ты как-то упоминал, что самому тебе хватало ума не попадаться в запретной секции. Все верно. Встретимся ночью у входа в библиотеку. Никому ни слова. Не, ну тут можно этим не заниматься. Там, хочешь выполняй побочки, хочешь не выполняй. Никто не заставляет. Сейчас мы с Себой пойдем ночью что-то тут шустрить. Не, ну с учетом того, что... Как его? В Elden Ring я тусовался 180 часов, из них где-то часов 80 гринда. Так что я вообще не удивлен. То, что тут 70 часов в таком большом помещении можно чем-то, ну, открывать побочные всякие квесты. Вот, вообще, кстати, 70 не так уж и много. Видишь, вон к той двери нам и нужно попасть. Эти выскочки старосты побегут ябедничать пеграм при любом удобном случае, так что им лучше нас не видеть. Я умею быть тише мыши. Идем. Погоди-ка. Тебе надо выучить дезиллюминационное заклинание. Примени его, и тогда, если на тебя посмотрят, то решат, что им померещилось. Главное, держись подальше от людей и не шуми. То есть я на самом деле стану невидимкой? Что-то вроде того. Конечно, это не так надежно, как мантия, но мантии дорогие, а заклинания бесплатные. Попробуй. А, кстати, мне тут по дороге попадались эти, как его... Мне попадались сундуки, такой сундук стоит, у него глаз один большой. И по идее, если этот глаз тебя видеть не будет, то можно и такие сундуки открывать. Понятно. Так, давай. Так. Угу, маскируемся, ну и по стелсу, короче. Все, я понял. Надеюсь, это можно делать... Ну, как бы, неограниченно по времени. Что за Songs of the Forest? Я вообще такой игры не знаю. Так, ну давай сначала вот на это заклинание его махнем. Так, если противники поблизости почувствуют что-то, они начнут изучать подозрительную активность. Если вас поймает эта важная особа, то придет к провалу задания. Ну, ясно. Ну, не знаю, если ты, в принципе, в невидимости, то как они тебя могут увидеть? Это странно. Ну, короче говоря, элементы стелса появились еще. Если я просто дверь перед ними открою, они спалят? Да нет, вроде. Ну, классика стелса. Проклятие, библиотекарша еще здесь. За шкаф, быстро. Хорошо. Проклятие. Ты же говорил, что библиотекарши тут не будет.
Я сказал, что ее обычно нет в это время. Все равно все будет в порядке. Видишь, ее стол за мной. Ключ лежит в ящике того стола. Итак, вот как мы поступим. Я придумаю, как ее выманить, а ты достанешь ключ. Встретимся у входа в запретную секцию. Сейчас он ей веснушки покажет, она за ним пойдет. Так, отличная идея, хорошо. Ты отвлекаешь, я добываю ключ, все верно. Я сказал, что пройду тебя и слово свое держу, поверь. А, ну все, он сам себя уже невидимым сделал. Так, бабка сюда, а я вот в ту сторону пойду. Все, и она ничего не видела. Че взорвалось-то? Все спрятались, никто ничего не знает. Так валите, придурки, из библиотеки, че вы ходите-то по ней? Что-то рыжий суетится. А давно я стал уметь такие замки открывать? Странно. Ну ладно. Я сюда подходил, и я не мог это открыть. Так, я сейчас пока точно не взаимодействовать ни с чем не буду. А если я вот... Ага. То есть и во время стелса я тоже могу как бы подсвечивать территорию, чтобы осмотреть, куда, ну там, вдруг можно что-то открыть. Оставаясь незамеченным, используйте основное заклинание, чтобы заманить важных особ и врагов в определенное место. А, ну, как мы во всех стелсах камушки кидаем, монетки швыряем, там еще что-то. Вот и все. Понятно? А как ты в Стиме купишь? Что это за... Это призрак, что ли? Так, ну она пасет. А как мне мимо нее-то пойти? А, точно, надо же. Вот, она сейчас пойдет туда, а мы прошмыгнем за ней. Че ты дергаешься? Чё-то не прокатило, она почему-то двигаться не стала. Давай еще раз. Так, мужик, давай, сразу же. Пик. Ныкаемся. Этот сундук еще открытым не считается, да? Кстати, по-моему, тут лут рандомный. У меня до этого какой-то белая рубашка какая-то выпадала. Давай попробуем еще раз ее отвлечь. Вот, теперь она двигается. Серьезно, ее, короче, заглючило. И поэтому она меня не пропускала. Вот, а вторая стоит. А ночью призраки дежурят, я смотрю. Учеников тут не ходит. Я ищу лекарство для сестры Анны, чтобы она скорее вернулась в Хогвартс. Вот, заодно. И это соберем. Потому что я не знаю, когда я тут появлюсь еще раз. Мужик, ты не хочешь спрятаться, вот, допустим? Бля, мы тут по шухерам ходим, тут, короче, просто ходит, не это, в полную голосину разговаривает. О, сундук. Кстати, давай сейчас мы его как раз и испробуем. Оп.
Пятихатку за него дали. Балдеж. Прикольная шкатулка. Чё, кто шумит-то? Lumos. Так, давай сразу же в инвиз флоп. На всякий случай. Что тут у нас еще? Что-то я не могу рассмотреть. А, кто это тут у нас? Себастьян Селло с компанией шастает, где не положено. Прохвосты вонючки, вам светит звучка. Пивс, не смей. Я все расскажу, я все расскажу. Стукач, короче, клоун. Надо клоуна наебнуть. Проклятый Пивс. Надо остановить его или хотя бы придумать достойное оправдание для библиотекарши. Будь осторожен. Постой, я не хочу, чтобы из-за меня у тебя были проблемы. Когда речь идет о дисциплине, у меня свой подход к преподавателям. Кроме того, мне нравится, когда друзья у меня в долгу. Можешь идти. Удачи тебе в поисках. Куда же запропортился это проклятый полтергейст? А, ну он пошел нас отмазывать, короче. Нормально. Так, давай меняем заклинание. Вот на это. Короче, я пока сюда его поставлю. Потому что инвиз может пригодиться. Я так понял, что мы еще до сих пор ночью ходим. И сюда как бы вообще нельзя. Там еще сундук где-то. Тин-тин-тин. Ну, конечно, следы древней магии. Что нужно сделать? Бля, я даже не помню. Так, что ли? А, вот. Все. Тут просто столько всего, как бы тут как минимум 8 комбинаций, и не совсем, блин, запоминаешь, что тебе надо делать. В какой момент, какую комбинацию прожимать. Да, может я тупой просто сегодня. Этот можно открыть сундук? Да. Хотя большой, выглядит прям солидно. Давай, заходим. Это новая, новая локация, что ли? Плохо, что ли, хилка только у меня одна. Как мне туда попасть? Тоже нет. Нужно разбудить вон ту руну. А чем? Ну, если мне не так давно дали задание на вот этот огонь, давай попробуем его и, ну, этим огнем треснуть. Нет, далеко надо бить. Тоже не то. Притянуть, может быть. Да-да-да-да, давай тогда вот это мы меняем вот на это. Тоже нет.
Бля. Lumos. Люмос нужно, серьезно? Так бы и сразу. Not surprising. Guards are Сразу на ready. готове, ничего удивительного. Понятно. Сейчас меня побьют. Он так-то 9-го тоже уровня. Что такое? А. Блин, надо было, наверное, не добивать его. Ну ладно. Ваша способность использовать древнюю магию накапливается после успешной атаки или получения урона. А, ну, типа суперудара, короче. Хорошо. Когда хотя бы один сегмент вашего индикатора древней магии полностью заполнен, вы можете использовать сокрушительную древнюю магию, которая наносит огромный урон и разрушает щитовые чары. Я понял. У меня тут что-то вселилось. Revelio. Тут больше делать нечего. Ну ладно. Сейчас они оживут по-любому. Lumos. Lumos. Leviosa. Ладно, когда их двое, в принципе, уже не очень сложно. Что, у меня здоровье восстановится? Lumos. Где ступеньки? Leviosa. Может, спрыгнуть надо? О. То есть достаточно было с другой стороны подойти. Что-то я некоторые вещи не понимаю, как работает. Lumos. Ну, здесь, соответственно, ступенек нет. Incendio. Accio. Leviosa. Lumos. Revelio. Может, этот мост надо как-то повернуть? Да нет. В прошлый раз я просто как-то Lumos. зажег вот эту палку, и она сам мост построился. Вот он берет, сам и строится. Почему это не работает с другой стороны? Странно. Revelio. Что-то есть. Accio. Leviosa. Lumos. Так, попробовать, может быть... Вот это сюда поставить. Невидимость. Вот сюда. Нет. Мгм.
Lumos. Protego. Lumos. Reparo. Он падает. Здесь без палки можно ходить. У тебя мост двигается автоматически. Но почему с той стороны моста нет? И опять же, какое из этих заклинаний надо поставить тогда? Incendio. Ну да. Хоть тебя и не так давно этому заклинанию научили, но все равно как бы оно тут бесполезно просто. Lumos. Что тогда надо, я не понимаю. Levioso. Вон тут еще эта штука есть, внизу. Но я при всем желании до нее не достану. Короче, я как-то случайно туда попал, и мост нарисовался. Эй! Хера, он деловой. Так, подожди, давай еще раз. Lumos. То есть надо было просто достаточно выстрелить туда, что ли? This must be the way forward. А, должно быть это путь вперед, куда он только приведет. Не знаю, мужик. Lumos. Protego. Revelio. Так, а где тут есть крутилки вообще? Вот одну вижу. Работает только один мост. Почему этот не пашет? Ну-ка, давай. Оп. А этот сам, короче, строится. Ишь ты. Revelio. А как туда попасть? Вот к тому сундуку. Вон тут есть мост какой-то. Ну-ка, давай попробуем перепрыгнуть. Чуть-чуть не долетел. Сейчас мы попробуем запустить. Best keep my wits Ясно. about me. Как-то туда надо попасть. Ну, не обязательно. Ладно, пошли. А сейчас сколько их? 6 штук будет. Да ладно, 9. А у меня заклинания не те, подожди. Вот на притяжение. Такие вроде стояли. Было не было. Они в воздухе висят, мне хоть по это. Поспокойней. Ага, вот что с них падает. Перезарядка, кстати, долго идет. Аккуратно.
парировал топор. Короче, они тут все. Все повставали, да? Ну-ка, живи, мужик. А в бою он не хилится вообще, да, ни разу? Нормально, вроде размотал потихоньку всех. Все вроде. Revelio. Ну пошли. Какая-то за волшебная He's a книга, book да? After all. Ну конечно же туда надо морду макнуть. Ни руку, ни ногу, ни член в конце концов положить. Надо именно лицом туда окунуться. Здесь, наверное, Хогвартс будущий, да? Или это Хоксмит? Что, так можно было, да? Красотища-то какая! И сразу все распустилось. Вот за 2 секунды город воссоздали вообще. Нормально так. И пацана никто не вылечил. Сейчас ему тоже палочкой чик-чик его пропесочат и все. А чё, не могут они его лечить? Да ладно. То есть он может вызвать дождь с неба, но пацана вылечить не может. В чем дело? Вы хотели меня видеть, директриса Фиджеральд и профессор Реквием? Мисс Исидора Моргаган. Моргакан. Профессор Руквуд, профессор Бакар. Мы знаем, что вы отлично приспосабливаетесь к жизни в Хогвартсе. Это правда. Приятно слышать, особенно в свете нашей необычной ситуации. Я про зачисление сразу на 5-й курс. Кстати говоря, меня тоже приняли в Хогвартс на 5-й курс. Больше мне ни разу не доводилось слышать о таких, как мы с вами. Мисс Моргакан. Морганак. Когда мы разговаривали вчера после урока, вы спросили про красивые клубящиеся следы, которые вы видели много лет назад. Я сразу же узнала вас всех. Даже не знаю, как вас отблагодарить за это. Мы были рады помочь. И да, в тот день я действительно видела повсюду вихреобразные следы древней магии. Мой отец настаивает, что это было лишь мое воображение, но для меня это было реальным. Воображение тут ни при чем. Персиваль, профессор Реквием, тоже может их видеть, но мы никогда не встречали. Я не понимаю, что это. Но прежде, чем я обучу вас применять подобную магию, вы должны сначала освоить все, чему только может научить Хогвартс. Такая могущественная магия может причинить большой вред, если попадет не в те руки. Ей должны владеть лишь избранные. Поэтому мы просим вас никому не рассказывать о том, что мы обсуждали здесь сегодня. А кто это такая?
Ну это понятно, то что вот эти вот пятерка или сколько-то тут этих магов, все в шапках, которые, они типа самые старшие маги. А это кто такая? Sebastian. Себастьян? Или Себастьян? О, стукач. Опять вы шныряете по запретной секции. Я надеялась, что эти выходки прекратятся, но очевидно оставлять вас после уроков уже бессмысленно. Боюсь, мне придется сообщить об этом директору. Но, впрочем, Пивс говорил, что вы пришли сюда не одни. Если кто-то подбил вас на это, будет лучше, если вы сознаетесь. Вы же умный мальчик, зачем вам неприятности? Со мной никого не было. Я пришел один. Ах, Себастьян, что скажет ваш дядя? Стукача надо зарезать просто. Вот и все. Все, мы выходим отсюда. Revelio. Вот сундучок какой-то возьмем сейчас. И можно выдвигаться. О, тихо, в библиотеке еще переход не открыл. Handy resource indeed, your field guide. Че? I'm most pleased to be included. Ты не обратил внимания, на что надо это? Incendio. Ой, не сюда. Incendio. Что не работает? Ай, ладно, потом загорится. Она вроде отметилась, так что норм. Все, короче, выходим. Revelio. Че, какая-то побочка. Что это такое? Lumos. Incendio. Опа. Это вот как разжигать надо, оказывается. Так, давай посмотрим, что я собрал. Какую-то одежду, тут инвентарь, что-то новое. Что это такое? Ага. Таинственная книга. Перчатки. Одеваем. Тоже пойдет. Только давай мы это снимем, вот эту гадость с лица. Рукояти палочек. Да пускай будет. На эту палку, по-моему, меньше всего внимания обращаешь. Так, это берем. Но эти уже хуже. Угу. Как у Папы Римского прям. Ну и от этой штука одену. Но остается наряд все равно такой же. О. Денег уже подсобирал. О. Крисида Блюм. Ну-ка давай. Is everything all Все right? хорошо? Oh, hello. Ой, привет, рада снова тебя видеть и спасибо за беспокойство. К сожалению, у меня неприятности с библиотекарем. Опять туда, что ли, идти?
Ты, наверное, помнишь, я училась накладывать заклинания без слов в гостиной, когда мы познакомились. Ну, у меня и получилось. А теперь я занялась изобретением собственных и была уверена, что довела до совершенства заклинания для библиотечных книг под названием «Легкий как перышко». Руки отваливаются таскать их с собой повсюду весь день. Должно быть, заклинание я перепутала латинские слова «перо» и «птица», потому что стоило мне открыть сумку в библиотеке, как они буквально выпорхнули оттуда. That sounds brilliant. Знаешь, а идея-то отличная. Спасибо, но не думаю, что библиотекарь с тобой согласится. Я бы собрала книги и сняла чары сама, вот только мои заклинания не впервые нарушают спокойствие в библиотеке. Амитс сказал мадам Пеграм, что это книги тут разлетались мои, и она пообещала в следующий раз написать моим родителям. Всего 5 книг, сможешь их забрать? Она ничего не заподозрит, если новый ученик зайдет в библиотеку осмотреться. А, хорошо, I давай. suppose I could help if I have the time. Буду тебе очень признательна, среди них мой дневник. Не хотелось бы, чтобы он попал в чужие руки. Будь добр, собери их и принеси мне, а я сниму чары. Пошли книжки собирать. До библиотеки-то вроде недалеко. I'm going to have to use Akio's. Got it. А, мне вот эти книги надо Four more собирать. to go. Да не вопрос, наверное. А я эту страницу, кстати, не видел. Тут надо заглядывать на потолок регулярно. This must be Cressida's Сегодня diary. был хороший день, пока Гаррет не опрокинул свое дурацкое зелье в златоглазок, которых я так долго настаивала. Пришлось вылить весь котел и начать заново. Он просто невыносим, думает, что ему нет равных в зельеварении, и постоянно срывает уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Одно могу сказать точно, если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин снова копченая рыба. Она даже начинает мне нравиться, хотя мясной пирог все равно вкуснее. Хорошо. Здесь у нас уже все открыто, кстати. Revelio. Может быть, они внизу. По идее, мне сюда уже не возбраняется ходить. Хотя не. Где она? Revelio. Я ж только что ее тут видел. О, вот. Accio. И все, да, тут собирать-то нечего особо. Revelio. Вон там можно страницу одну открыть. Вот, тоже моя. Скоро уже будет 11 уровень. Дотянулся? Нормально. Last book. Now Это save последняя that книга, present. пора отнести ее к Ресиде. Revelio. Хорошо. Подожди, только сундук. Так. Опять вот эта картина. Угу. Эта мантия мне не подходит. Ну, продадим, чё. Lumos. Люмос. Так. Книжки. Мужик. Палец у рта. Такое ощущение, что это даже не здесь, по-моему. Хотя... Что-то я тут такого мужика не вижу вообще. А, вот он. Только тут другой мужик. Ну, давай попробуем к нему подойти, конечно. О, получилось.
Чик. Ну, давай, присаживайся. Accio. Если я правильно помню, то говорили, что тут подобных активностей что-то 1500, по-моему. Там, наверное, эта картина со сфинксом тоже где-то рядом. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Все, книжки отдаем. Here you Бери. are. Well, lesson learned. Я усвоила урок. В ближайшее время я однозначно не стану использовать чары в библиотеке. А теперь надо разобраться, где я допустила ошибку. Надо будет для начала освежить познания в латыни. Как хорошо, что есть люди, которым можно было доверять. Хорошо. 4 из 6 дополнительных задания, вот именно с серым таким значком. Пойдем на основное. Ой, это ладно, это потом. Книги и невзгоды. Требуй уровень, всего 3. Наверняка пока идем, еще накидают заданий каких-нибудь. Надо просто не торопиться и все прям внимательно, аккуратно исследовать. Когда много полезного найдется. Revelio. У меня вот эти еще штучки не открыты. Надо как-то взаимодействовать с этими ящиками. Я, по-моему, в этом саду вообще не был ни разу. Revelio. Ну, садом это, конечно, сложно назвать, но тем не менее. Эти уже тут вовсю на метлах летает. Дайте метлу мне. Ага, это была срезка, короче. Я тут уже был. Lumos. Короче, фонарь, арка большая и картина. Где это искать? Ну, давай предположим. Тут надо очень, блин, походу, хорошо Хогвартс знать, чтобы подобные вещи открывать, да? Кажется, картина-то вроде близкая, но тут в целом пейзажи-то, в принципе, одинаковые. Но я не знаю, как не то чтобы прям одинаковые. Тут вот эти вот детали столько, что ты все не запомнишь, где что находится. Это только случайно искать. Вот арка там была, картина была, но, блин, я таких картин уже видел, по-моему, штуки 3. Ладно, я не знаю пока, где это находится. Это не оно. Очень похоже, но, по-моему, нет. Lumos. Ну-ка, может быть, стрекоза сама прилетит. What are you up to now?
О, вот она. Стрекозу нашел и место тоже. Я не помню, где теперь эту картину искать. Где-то тут. Вот она. А там внизу еще побочка. Куда не успевает появляться? Пробегаешь, вроде нету. Вот там внизу, вот он. Чего там? You wanted to speak? Ты хотел поговорить? Хотел. Привет, я Данкан Хопхаус. Приятно познакомиться. Я столько слышал о тебе, о битвах с троллями и драконами. Я не особо тут много бился. С драконом он нас просто погрыз, и мы упали. А тролль, ну, стреляли немножко на базаре, подумаешь. That's nice to hear. Приятно слышать. Надеюсь, я оправдаю свою репутацию. Судьба и впрямь не обделила меня приключениями. Что ж, рискну предположить, что твоя репутация оправдана. В таком случае именно ты мне и нужен. Понимаешь, однажды на уроке профессор Гекат учила нас изгонять Богарта. Мой, но, к сожалению, принял вид пушишки. Пушишка. Уже второй раз это слово встречается. Пушишка. Чё там? Давай, порой они пугают, ага. Они кажутся безобидными, но языки у них просто жуткие. Вот именно, жаль, остальные придерживаются другого мнения. Но каким бы оно обоснованным ни был мой страх, перед пушишками люди начинают считать меня трусом. Дошло даже до того, что некоторые стали дразнить меня. Данкан, пушишка. Прикольно. Хоть не поп-огурец. Как некрасиво. Сочувствую, неприятная ситуация. Спасибо. Поппи все предлагает мне помочь в преодолении страха, но боюсь, от ее участия станет только хуже. Впрочем, я сам умудрился все усложнить, когда по глупости ляпнул, что ходил в потайной коридор травологии. А значит, я храбрее, чем все думают. Потайной коридор травологии? Именно. Ходят слухи, что бывший преподаватель травологии, уступивший место профессору Чесноук, выращивал там опасные растения. Сейчас они, должно быть, так разрослись, что никто не сможет туда попасть. Я надеюсь, ты сможешь пробраться туда и принести мне доказательства того, что я там побывал. Ну там лист или стебель какой-нибудь очень опасного растения. Ладно. Хорошо, поищу, если буду в тех местах. Отлично, буду тебе очень благодарен. Приходи, если найдешь доказательства, и я буду вечно в долгу перед тобой. Да, будешь мне... Учебники за мной будешь таскать. Попробуем найти, конечно. Я ж чем больше территорий открою, как бы, чем больше перемещений, я ж потом могу просто, туда-сюда по замку скакать. Плохо, что у меня лечилка, правда, одна. Но я не думаю, что сейчас прям в ближайшее время будет каких-то много драк. Так, мне вниз надо идти, да? Тут ничего такого полезного, да? Я тут был. Подожди, вот сюда можно зайти и зажечь вот эту штучку. Чик. Надеюсь, призрак меня не накажет. Толстого мужика. Угу. Вот. Здесь замок уровня. Ну, открыт перемещение. Сундук-то я не заметил. Рябиновый отвар. Наконец-то мне хоть хилку подарили. Спасибо. Первый раз, наверное, за игру. Опс.
Ага. По-любому это какая-то загадка. Revelio. 11 уровень. Здоровье чуть пожирнее, кстати, каждый уровень у тебя становится. Сколько тут этих секретов-то, я не понимаю. А, ну там же количество, кстати, написано. Ладно, выходим на улицу. Травология. Revelio. Во дворе-то у нас есть что-нибудь? Это кто там такой? Я думал, дракон какой-то из... Дракон из травы. Забавные. Good on you for stopping that troll. Кинь сожрет тебя. О, нижется. Иди-ка сюда. Тоже мое. Revelio. Вроде ничего не подсвечивается. Здесь, мне кажется, должен быть какой-то прострел. По-любому. Или же он в самом этом кабинете травологии. Тут прям вот это вот ревелио надо делать, по-моему, каждые 2 секунды. Revelio. Давай вот сюда быстренько сбегаем, посмотрим, что тут может быть. Ни хрена тут нету. Что это такое? Использовать. Incendio. Похоже на песочные часы. Но не точно. Accio. Levioso. Lumos. Incendio. Не знаю, это может быть, кстати, только ночью работает. Пока еще не объясняли, These как dry vines are one spark такие away from сухие лозы будет очень просто поджечь. Но это он про то задание говорит. А вот с этим-то что делать? Revelio. Ладно. Incendio. Очкарик не сжег, а я умею. Заходим. This must be the entrance to Должно the быть это вход в Herbology потайной corridor. коридор травологии. Revelio. Не очень-то тут проход безопасно выглядит. Devil's Snare. Дьявольские Seems to силки. thrive in dark. Кажется, они любят темноту, значит, едва свет ли им понравится. Lumos. А, это и есть дьявольские силки, так корни, короче, они живые прям. Прикольно. Revelio. Да, главное вот Lumos. нельзя одновременно несколько заклинаний, чтобы у тебя и палка горела, как бы, и чтобы ты освещал, ну типа подсвечивал предметы. Такого нельзя делать. Так, мне наверх или туда? Давай, наверное, сначала попробуем наверх проползти. Revelio. Incendio. Lumos. Так, и теперь зажигаем. Вот. Аккуратно. Не знаю, он допрыгнет или нет. Да. Даже немножко платформинга подзавезли.
Потому что мне заставляли, как в Марио, там, прыгать тут. А тут нет, не очень хорошо сделано. Что там на Азо наткнулся на флаг СССР, не удержался. На Озоне, наверное, да, ты хотел написать? Зачем тебе флаг СССР? Тебе что, 15 лет? Lumos. Ну хотя это как бы к возрасту не относится. Если деньги лишние, то мне давай. Incendio. Lumos. Так, не-не-не, подожди, надо зажигать, а то они сейчас меня корни сожрут. Вот так. Incendio. Вот. Здесь достаточно светло, чтобы меня корни не сожрали. Во. Incendio. Так, и теперь надо поближе подойти, чтобы The зажечь. devil's snare was protected. О, пойдет. Тут прям головоломка в головоломке, хотя по идее это, ну, побочное задание, и оно вообще не обязательно. Ты же его можешь не делать. Lumos. Ладно. Incendio. А, вот вторую даже можно было зажечь. Да и третью, кстати, пожалуй, тоже. Все, тут больше зажигать ничего не надо. Он, правда, плавает немного странно. Lumos. I imagine a piece of that. Пожалуй, кусочка этой огромной ядовитой Would be enough for Duncan to prove his bravery. тентакулы Данкану хватит. Подожди. Я сначала Incendio. поярче тут сделаю все. Ну то я пока тут тентакли рву, меня сейчас корни сожрут. Lumos. Бля, ну и растение. Я не хочу к нему подходить, оно кажется опасно. Ну это же жесть какая-то вообще. Какие-то вагины с кленовыми цветками. Ой, с кленовыми листками. Incendio. 4 монетки целых собрал. О, уже лучше. 16. Lumos. Бля, ну меня не схватит хоть. Опа, тут еще какая-то теплица. Это срезка, слушай. Incendio. Поджигаем. Да и эту, пожалуй, тоже. Я совсем не видел тут этих быстрых перемещений. Может, мне сюда больше и не надо будет? Сорвите, горит лист. Lumos. А как это сделать-то? Может, просто подойти? Да, слушай, просто подойти, собрать. Почему меня эти вагины не сожрали? Что за хрень? С ними даже драться не пришлось. Удивительно. А вон такие же, только маленькие. Она еще хлюпает, как вагина. Забавно. Revelio. Их собирать можно. Ну, как бы не так, чтобы это. Ну, можно что-то собрать с них. Они прячутся еще. Не, я сейчас весь этот палисадник по-любому обнесу. Как так-то? Че, я зря сюда ходил? Даже плащом разжиться каким-то. Revelio. Вот что-то позвякивает, я не понимаю. То ли здесь секрет какой-то надо искать, то ли просто это какое-то типа обозначение. То, что типа ты уже тут. Revelio. Давай, соберем это.
Тут столько всяких интересностей забавных, то что ты уже забываешь про какое-то побочное задание, забываешь, зачем ты вообще туда пришел. Ты уже все, ты уже какие-то листочки дергаешь, ты уже что там какой-то херней занимаешься вообще. Короче, я походу еще потерялся до кучи. Revelio. Так, вернитесь к Данкану. Хорошо. Это надо сделать вот как-то так. Отсюда выходим. Опять же, Ревелио. Здесь у нас можно страницу собрать, да? Revelio. Тут надо... Заходишь, ну, в помещение, сделал несколько шагов, надо осмотреться. И постоять. Ну, типа, посмотреть активность какую-то, если это, ну, там, вспомнить, какие ты можешь заклинания в этом месте сделать, чтобы там что-то активировать. Кстати, вот он, переход быстро где-то тут нашелся. Revelio. Очень насыщена в этом плане игра. Реально, каждые 2 шага можно что-то где-то найти, собрать, включить головоломку, активность какую-то, вот здесь что-то есть. Ага. Ну, я пока не умею замки взламывать. Пацанёнок, он вот тут вот стоит прям, получается, да? А, он на улице уже. Ладно. Have you found anything to, prove my Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous. Чего ты мне tarantula. закажешь? It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. В общем, он поблагодарил этот очкарик за листики. Без проблем, держи. Of course. I hope this helps you prove yourself. Теперь, надеюсь, ты можешь всем доказывать, что не трус. Сегодня я покажу это в гостиной. Насмешки над Данканом Пушишкой прекратятся навсегда. Даже Эверетт поймет, насколько смехотворно это прозвище. Еще раз спасибо и хорошего дня. У меня теперь все будет отлично. Ну, пацана хоть не булить перестанут. Так. Еще одно задание побочное осталось, вроде как. Потому что написано 5 из 6. Но это не точно. Так, давай, хотя бы какие-нибудь задания у нас есть вообще активные. Наряга, кстати, есть еще новая. Почему закрыто? А, мне надо 13 уровень. Я понял. И мне надо 13 уровень, и у меня все равно будут, ну, как бы, эти пососные перчатки хуже, чем у меня сейчас надеты. Спасибо, не надо. Рукояти палочек, ну, по-моему, от них вообще ничего не зависит. Вот. С одной стороны, как дротик, ее можно метать. А это на вибратор похоже. Шарфик. Да. Пожалуй. Почему бы и нет. Только, наверное, внешний вид мы изменим, а то не канет. Не катит вообще. Вот, серый подходит лучше. Можно, конечно, вообще без него. Ну, пусть будет. Я уже что-то привык к такому виду. Так, вот это подходит, это хуже. Что за мантия вообще? Можно, конечно, вообще без нее ходить. Забавно. А без нее? Ну, прям этот, как его, Джек Воробей, воплоти. Травяной какой. Адидас. Вот тоже прикольный сюртук. Давай, наверное, в нем погоняем.
27 придет. Окей, в Мурманске. Окей, в Мурманске иногда продают венерину мухоловку. У меня жила эта венерина мухоловка, я, по-моему, ее водой залил, она сдохла. Ну так вообще, я знаю, что этот, как его, можно этим фаршем ее кормить. Так. Отнесите книгу в фигу профессору. Всё, потащили. Не исключено, конечно, то, что по дороге еще каких-нибудь побочек я нахапаю. Бля, я думал, тут порнушка какая-то идет. А тут мужик просто грустит. Ну вообще, этот какого? Венерина мухоловка, она такая. Я думал, она как-то побыстрее этот фарш будет перемалывать. Там, кстати, ее можно этими какими-нибудь опарышами кормить. Неважно, главное, что белок содержащий что-нибудь. Вот. Я думал, то, что этот, она как-то будет поактивнее захлапываться, не знаю, там, кусаться, чтобы гладить ее, знаешь. Нет, нет. Довольно-таки скучное растение. А, надо вот сюда, да, подойти. Задание началось. А чем меня сразу в этот кабинет не пустили? Это кто вообще? You cannot be serious. Да не может быть. Гоблины заодно с руку дам. Бессмыслица какая-то. It is rather Это довольно необычно, мягко говоря. Unorthodox. Необычно? Это невообразимо. It's Это... А, фиг. У вас посетитель. I'll see what I can find Я постараюсь что-нибудь разузнать. Sir, Тоже какой-то мутный клоп. Мне удалось пробраться в запретную секцию, пока там что-то... Оказалось, мы шли по следу книги. Far Cry 3 часа и все понимаешь, что одно и то же. В смысле, в Far Cry есть одинаковые активности? Ты про это? What? Что? Ну, погодите-ка. You accessed the Мы попали в запретную секцию, ну как? Хотя, если подумать, лучше мне не знать подробностей. Perhaps it's best you spare me the details. fair enough. Как скажете, между прочим, книга была под запретной секцией, и как указывала карта. I want to hear Расскажите мне все, но сначала давайте посмотрим на вашу добычу. Старый пес, че он сидит, дергается весь? А мне-то зачем этот флаг? Я его даже вешать не буду никуда. Ох, надо же, тут не достает нескольких страниц. Кто добрался до этой книги раньше нас. someone has got to the book before us. Still, И все же мне понадобится время, чтобы изучить то, что осталось. names. Возможно, мы все еще сможем извлечь что-то полезное, хотя это может занять какое-то время. I wonder why it was Интересно, here. почему она была здесь, под I Хогвартсом? think I know, sir. Кажется, я знаю, сэр. Я увидел еще два воспоминания там, где нашел книгу. Another pencil. Еще один омут памяти Годрикова сердца. Тот человек, который мы видели раньше, Персиваль. В первом он еще и трое преподавателей использовали древнюю магию, чтобы спасти деревню от засухи. Мириам была права, а второе воспоминание? А во втором они говорили со студенткой, которая, как и я, поступила сразу на 5-й курс. Она тоже видела следы древней... Почему именно эти воспоминания? Может быть, в книге найдется объяснение? Now I'll have to take it with me Мне to придется взять ее с собой в Лондон. Директор Master настаивает, has чтобы я лично insisted поговорил с that we министром о cannot смерти think of Джорджа. about George's death. Блин, когда диалог очень быстро летит, не успеваешь проговаривать, тебе сразу же второй ответ, как бы дают сразу же. А иногда, как бы, проговариваешь, еще время остается. I understand. Понимаю, я попробую что-нибудь узнать о пропавших страницах, пока вас не будет. Good. Хорошо, не забывайте об учебе. Вы с каждым днем все лучше управляетесь с палочкой.
but you'll want to pay Но нужно attention также to уделить avoid внимание getting травологии и зельеварению. Магия There's это more не to только magic заклинания. than spellcasting. Наконец-то. Plenty to keep me occupied. Значит, будет чем заняться. Вы превосходно справляетесь. Будет очень интересно посмотреть на ваши достижения, когда я вернусь. Oh, and don't neglect your friends. Ах да, непременно находите время для друзей. Вы не представляете, сколько полезного можно от них узнать. Но только сейчас мне сообщили то, что... Типа, эй, чел, выполняй побочки. Я как бы их уже почти все сделал. Угу. А таким макаром, короче говоря, мы будем делать себе вот эти вот всякие штучки. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Мне надо поговорить с тобой о Роквуде и Хэрл. Замок не самое подходящее место. Хорошо, подожди, дайте хоть выйти-то отсюда. А то вот они напихивают опять. Ты только что что-то сделал, сразу же бам-бам-бам-бам-бам. Тебя заваливают всем просто. Финальный раунд скрещенных палочек пройдет там же, где обычно. Если тебе нужны тренировки, пошел ты. Блядь. Натти только что прислала вам сову с просьбой встретиться с ней в деревушке под названием Нижний Хоксвилд. Сейчас, подожди, они тут просрутся с этими вот побочками со всеми. Давай, перекур, короче говоря. Сейчас они тут мне все пришлют пока что. Сейчас подойду. Так, поехали дальше. Что там, открыть карту? Угу. Ну, сюда мне надо. Карта мира нужна.
Это карта мира. Большая часть покрыта туманом, который не позволяет вам видеть все подробности. Хорошо. Деревушки — это небольшие сообщества, разбросанные по всему миру. Деревушка, которая называется Нижний Хоксфилд, все деревни, дают вам возможность найти новых торговцев. Точки с летучим пламенем, подобные задания и коллекционные предметы. По мере своих исследований вы будете рассеивать туман, открывать остальные части карты, что даст вам возможность изучить новые места, деревни, подземелья, лагеря бандитов и многое другое. Хорошо. Научите меня хилки делать, я от вас отстану. Потом что угодно. Хоть черта лысого. Давай, какие задания есть? Давай с нижнего, наверное. Тренировка комбинаций. У меня вот с этим проблема, кстати. Можно, наверное, карту еще открыть. И переместиться прям туда, куда мне надо. Оп. И не надо все оббегать, кстати. Ну, по идее, быстрое перемещение не дает все изучать. Ладно. Что, опять к нему? К финальному раунду все готово. Он мне еще комбинации сначала, а потом мы еще раз потренируемся. Ну, в смысле, побьем уже реальных противников. Давай потренируемся. Пока манекен не упал, все комбинации надо потренировать. Жесть. А потом это и вот это. Все. Добить его надо. Так, используйте Левиоса, затем... вот, продолжилось. Раз, два, три. Все, окей. И третья, наверное, сейчас будет. Не вовремя. Он не тем бьет. Так, давай. Раз. Два. Да подожди. Комбинации. Раз. Он почему-то автоматом бьет у меня. Подожди. Раз, два, три. Раз, два. Почему нет? Бам. Надо удерживать, бить одной, отпускать, бить другой. Короче, ладно. Все, хватит. Already? But you haven't finished the training exercise. А задание, интересно, это останется? Very well. I'll be here when you're ready.
Да, это надо пройти. Hello, Lucan. I'm ready for practice. Glad you're keeping at it. Shall I fetch the dummy? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Ну давай, 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 all the быстрее. spell com- If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Next time. Когда последовательно ты делаешь это, вроде получается. Но иногда, когда у тебя надо зажимать и быстро это прожимать, не выходит не всегда. Перебор. Раз, два, три. Почему ты четвертый раз-то, падла, бьешь? Раз, два, три. Так. Я сейчас один раз нажал, почему ты ударил еще раз? А, потому что там... Тут надо их вместе прожимать. Но иногда у тебя на секунду, если задержка идет. Может, первую надо прожимать именно кнопку, а потом уже курок. Нет, он так просто бьет. Он падает. Короче, тут походу только рандомно как-то это получится. Ну. Ну-ка, попробуем мы на клавомышу. Lumos. Так, это значит 4. 4, 3, 2, да, по-моему? А, 4. Раз, два, три. Двойка. Раз, два, три. Блин, не то. Подожди. Сейчас придрочится. Раз, два, раз, два, три. Оп. Раз, два, три. Так, потом тройка. Раз, два, три, 4. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Ну, не знаю, удобнее ли играть тут на геймпаде Thanks, Lucan. You've или been a нет. great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in cross... Так, давай теперь. Теперь драка. Hello, Lucan. Is the final round across wands ready? Big match today. It all comes down to this. По идее, мне 2 The хилки moment должно that will хватить. find out if your training and Попробуем. dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Давай быстрее. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Ой, разницы никакой. Все равно Then помощники let's не get помогают. started. We can make this a real victory. That's the... В общем, красный. Ну, понятно, какой щит, короче, такое и заклинание надо. Попала, падла.
Второй готов. Быстрее. Кстати, он не двигался вообще. Ну, парочку в меня попало, но оба противника не двигались. Вот заглючила игра. Victory! Вот это да, победа в турнире дается не каждому. Хорошо. I'm just pleased to Тут have не done важно as I особо, did. какой диалог там, что ответишь. А мы рады, что по нашему чемпиону не нужна скромность. А теперь пора получить приз. Ура! Для меня большая честь вручить тебе этот простой, но изящный символ твоего непревзойденного мастерства в дуэльном деле. Спасибо. Thank you. Благодарю, это большая честь. Приз твой по праву, с твоими дуэльными навыками стоит считаться. Ну что ж, турнир окончен, победитель награжден, пора и учебой заняться. Все, кучерявый, вали уже. Интересно, как там мои растения для травологии? Без понятия. Так. Еще каких-то 12 заданий там есть. Давай Гекату пойдем. Потом эти два сделаем. Но все равно, по идее, занятия по травологии мне нужны. Ладно. Подожди, а я что, его не отследил? Надо прочитать, что это за задание. Просит меня попрактиковаться, использовать урок для уклонения от атак. Также хочет, чтобы мне удалось поразить нескольких врагов с помощью инсендия. Мое руководство не сможет указывать путь для выполнения этой задачи, но сама карта все равно может оказаться довольно полезной. И за это типа экспелиармус дадут. Может быть, это в процессе как-то будет? Не знаю. Уклоняйтесь от атак врагов. А где эти врагов-то найду? Ладно, может быть, это автоматически засчитается. Давай, занятие по травологии. Куда пойдем? Путь не близкий, но втопим пешком. Активности всякие подергаем. Ну, типа такого. Кстати, вот здесь у нас, по-моему... А, нет, не здесь. Где-то в каком-то туалете был этот, как его, с глазом сундук. Ладно, мне не сюда. Навыков много и постоянно надо все использовать прям. А это не здесь. У меня вся эта штука со сфинксом, картина не выходит из головы. Когда-то где-то я ее найду. Тут же у нас ничего нет. Ну вот в этом зале я вроде все открыл.
что есть. О, мы обратно в ботанический сад этот идем. Надеюсь, здесь на меня отучат зелье-то готовить. Подожди, подожди. Я вот не помню. Да, я тут был. Давай вот сюда спустимся. Посмотрим, может быть, где-то что-то можно взять, утащить, открыть. Потому что, по идее, зелье-то тоже надо из чего-то готовить. Но только я тут что-то этих... защиту выпившего нет. Возможно, надо будет рецепт именно купить. А может быть, сейчас его бесплатно дадут. Ладно, давай. Урок проходим. Потом все остальное. Блин, и тут уже хотелось бы что-нибудь посмотреть. Ну вот, пожалуйста. Идешь на побочку, и неизвестно, когда ты туда вообще придешь. Что у нас тут еще можно что-то собрать? Вроде все. Но я тут был, кстати. А можно перепрыгнуть? Нет. Тут больно далеко идти. Все, давай, задание. Ты ядовитый плющ, что ли? Уроки ведет. Доброе утро, профессор Чеснов. Ленора, дорогая, я очень рада тебя видеть. Во, вот, держи, это пригодится сегодня на занятии. Подарок для твоей тетушки. Грушу какой-то ей дала, сморщенную. О, добрый день. Класс, поприветствуйте новую розу в нашем саду. Мне кажется, или они по лицу в ровеснике. Ну, теперь будем что-то там начинать. Я очень рада, что мы снова собрались здесь. В этом году вас ждут волшебство и радость. Но самое главное, что мы будем выращивать на травологии, это знания. Хорошо. Тот, кто знает травологию, боится ядовитой тентакулы не больше, чем прыгучие луковицы. Вообще без понятия, чем они отличаются, ну ладно. Итак, приступим. Сегодня мы познакомимся с громкоголосым клубнем, известным как корень мандрагоры. Акция. Ну, такое, в общем, было в Гарри Поттере тоже. Давайте поможем нашим узловатым подопечным перебраться в горшки поудобнее, но сперва защитим уши. А чё не наушники? Прям такие здоровые комки ваты запихивать. А теперь каждый возьмите свою мандрагору за листья и резко потяните. Давай. Скорее, суньте своих мандрагор в горшки и присыпьте землей. Ну да. Я думаю, не первый раз в этом классе земля должна укрыть корень, как теплое одеяло, а мандрагора тут же успокоится. И пару. А мне очень жаль. Видимо, вам досталась почти взрослая мандрагора. Ну все, пора попрощаться. Вы все отлично поработали.
Я думал то, что, ну, вроде класс как бы, ну, не первый раз обучает мандрагоры-то вытаскивать. Почему тогда они, ну, стекла-то все не могут себе нормальные поставить, чтобы они не лопались от мандрагор? А тут вот как, она просто сидит и постоянно чинит эти стекла. Ну и по классике, естественно, мне досталась самая хреновая мандрагора, короче говоря, ну ладно. Кстати, если она такая уж продвинутая, если она уж такой продвинутый ботаник, она что, не знает, как выглядит взрослая мандрагора от маленькой? Типа, в чем дело? Рыжая в сердние века, ее бы сожгли на костре. А, рыжая, средние века. Ну, наверное, да, на ведьму похоже. Я говорю, так это ядовитый плющ с Бэтмена. Это что такое? Ну, тут картинки. Ладно. Тут же еще вот за эти делюги же что-то дают. Какие-то шмоточки. Тут активности, как в этом, в мобильное MMORPG. За каждый чих какие-то плюшечки, моточки. Получить. Получить. Тоже получить. А эти типа еще не доделанные, да? А, ну вот это тоже можно. Так. Ну в инвентаре ничего нового. Не, ну очки, конечно, космические. Ой, ладно, все это потом. Что там, и так теперь мы будем чего там сажать? Можете приступать, а я пока перемолвлю словечком с нашим новичком. Ну-ка, пойдем-ка и присунем рыженький. Это тут вот можно было сделать. Вот, на X. Стоит быть поосторожней с мандрагорами. Ну да, я согласен. Эта штука такая. Кстати, если тут такие плотные стекла лопнули, почему не полопались очки у некоторых учеников? То есть они из более прочного стекла? Представляешь, мандрагору можно использовать для самозащиты. Кто только до этого додумался? Вообще без понятия. Ладно. Дорогая профессор Чесноук, как мило с вашей стороны вспомнить, что я люблю клубнику. Неудивительно, что Магла обожает эти душистые ягоды. Что бы вы ни выращивали, все получается отменного качества. От горячавки до ягод. Очень надеюсь, что под вашим руководством моя племянница тоже освоит этот навык. Ленора в вас души не чает. Уверена, как и все прочие ученики. С наилучшими пожеланиями, Элеонора Эверли. Что тут уметь-то? Просто это как вам? Навоза побольше, да и все. Баба любит, походу, в говне ковыряться. Да, профессор. Прежде всего хочу похвалить ваши навыки работы с мандрагорой. Нюансы ухода за ними порой сложно. За ними ухаживать. Нюансы ухода за ними порой сложно ухватить. Вообще-то мне даже понравилось. Ваша любовь к предмету очень заразительна. Мне приятно это слышать. Вы впитываете знания по травологии, как и мандрагора Парткормук. А теперь, как я уже говорила, будем сажать бадьян. Сперва найдем вам семена. У меня уже есть семена, купленные в Фоксмеде. Вы посетили волшебную брюкву? Чудесно. Подготовка почвы для знаний очень важна. Я организовала вам отдельный стол для горшков. Хотя после начала учебного года сделать это было непросто. Посадите семена, а потом вернетесь, соберете урожай. Почва, свет и волшебство. Это прекрасно, но растениям нужно еще и время. Подожди, а у нас же персонаж умеет этим, как его, временем управлять. Он не может себе побыстрее вырастить? Они же маги. Чего жду?
Чё ты, Андрюха, ждешь там? Может, какое-то это сообщение не пришло. Разблокировано. Стол для горшков. Вот. Сейчас мы тут это. Сейчас мы тут рыженькой засанем палисадник. Так. Выберите доступные семена, чтобы посадить. И как только семена посажены, растению потребуется определенное время, чтобы вырасти, по истечении которого оно будет готово к сбору. Листья этого лекарственного растения применяются при приготовлении рябинового отвара. Семена бадьяна можно приобрести в магазине. Волшебное брюкво можно выращивать в горшке любого размера. 10 минут. Ну, остальное, естественно, недоступно. Короче, вот эти хилки выращивать. Серьезно, я буду как в мобильной игре сидеть и ждать 10 минут? Отличная работа. Ваш бадьян будет готов для приготовления рябинового отвара, как только подрастет. Я попрошу профессора Шарпа сообщить вам. Ладно. А пока давайте отвлечемся на другого представителя флоры. Китайскую жующую капусту. Некоторые растения принесут куда больше пользы вне котла, нежели в котле. Капуста должна постоянно что-то жевать, иначе она становится раздражительной. К счастью, у меня есть специальный манекен. Будьте добры, дайте-ка ей его погрызть. Хорошо, профессор. Она в другой теплице, по ту сторону пешеходного мостика из этой комнаты. Ваш одноклассник, мистер Пруэт, любезно что-то там покажет вам. Когда закончите, подойдите ко мне и берегите пальцы, она кусается. Короче, капуста убийца. Я понял. Жаль, что не помидоры. А можно побольше горшков-то захерачить? Ну, посмотреть, хорошо. Выход 5 штук, кстати. Одно семечко кидаешь, 5 штук получается, если я правильно понял. А другие, правда, нельзя использовать? Ну-ка, чика. Ну, это понятно. С капустой я сейчас познакомлюсь. Отстань. Горшки. Еще нужны горшки. Мне максимально надо хилками запастись. Кстати, интересно, с какое количество я могу сразу с собой хилок носить. Может, потом комнату разблокирует лично для меня? Там же еще есть этот выручай комната. И можно уже в ней выращивать. По логике вещей надо бы портануться быстро. Ладно, давай сейчас сначала с капустой. Она не очень агрессивная, ясно. Атакуйте манекен с помощью китайской жующей капусты. А как это сделать? Ну, капусту я собрал. Так, удерживайте ЛБ, нажмите, чтобы открыть круговое меню инструментов. Нажмите жующую капусту. Вот так. Ага. Все. Капуста у меня. Ну-ка, давай поговоримся. Извини, что мне нужно сделать? Чеснок отправила тебя ухаживать за капустой. Это несложно. Просто брось качанам что-нибудь пожевать. Это просто. Отшвырни несколько качанов и поймешь, почему ее назвали жующей капустой. Хорошо. Так а чё, просто получается надо... Нихера, капуста убийца. Ты только глянь, они лопают все, что там... Ладно, мама посадила несколько штук в саду прошлой весной, чтобы избавиться от гномов. Помогло вот только от нацистов гуделок тоже остались одни клочья. Мелкие, опасные, правда? Вот такие растения мне по душе. Это не какие-нибудь бубунти или прыгучие луковицы. Такие даже в бою тебя поддержат. Не в том смысле, что ты без них не справишься. Просто представь, если это был бы не манекен. Наверное, они не только в теплице могут пригодиться. Порой любая поддержка полезна, даже от капусты. Когда вокруг такое творится, но тролли, Фоксмиди и тому подобное, не стоит пренебрегать любыми средствами, даже крестоцветными. Если тебе нужно, их можно купить в тимофилах и поганках. Там много растений, в том числе и таких. Ну, понимаешь, в общем, нам пора обратно в класс. Тут некоторые просто названия ты прочитать не успеваешь.
Ну, не то, что вы говорите. Короче, пошли, мне наверх. Подожди. Куда-то меня в другую сторону ведут. Или мне за ним надо идти? Тут замок был, он сам его открыл, кстати. Может быть, он еще что-нибудь умеет делать? О, листья бадьяна. А у меня много его, кстати. Подожди, где-то был у меня инвентарь. Угу, у меня их 3 штуки. То есть, получается, 21 хилку я могу сделать. Не, подожди. 15 штук я могу сделать. Не густо. Пум-пум-пум-пум-пум. Давай-ка мы попробуем сейчас переместиться. Хоксмит. А почему? Я, наверное, потому что задание выполняю, поэтому. Ладно. Семенам требуется время. Вернитесь к своему столову в кабинете. 5 минут еще. Ну, хотя бы 5 минут реального времени. Я закончил с китайской жующей капустой, профессор. Занятное растение, правда? Надеюсь, вам не очень досталось укусов. Во всяком случае, я на вас не вижу. И пальцы все на месте. Ну и славно, ведь у вас, похоже, легкая рука. Мне ужасно любопытно, что же из вас вырастет. По-моему, он старше своей учительницы выглядит. Разве нет? Ладно. Я тоже от растений много пользы. Хорошо. Волшебные растения могут приносить огромную пользу. Мне нравится их изучать. Славно, потому что работа непочатый край. Заботьтесь о своих растениях, и они отплатят вам тем же. Ну а на сегодня все. Заходите как-нибудь поболтаем. Мне ужасно нравится общаться с новичками. Педофил. Я могу самостоятельно где-то тут выращивать? Нет. Может быть потом, когда своя комната типа откроется. Тогда. А то хилки-то дороговато покупать. Так, ладно. Задание. Но это я не могу пока выполнить, потому что на карте этого конкретно нет. Это во время боя надо кувырки выполнять, и тогда профессору приходить, и она тебя научит всему. Следующий урок, который мне нужно посетить, это зельеварение. Его продает профессор Шарп. Пошли. Снизу вверх будем делать задание. Вот, строим, как октябрята прям. Все, двиньтесь. Я первый. Хотя, возможно, из этого только, ну, как бы, не все сразу получится. То есть, если ты собрал растение, это не значит то, что оно тебе сейчас прям пригодится. Наверное, из этого надо еще что-то, ну, сварить, как бы. О, тут какая-то штука была. А, это, наверное, маленькие эти, как его. Ну, доби, короче говоря, маленькие. Они же тут как рабы работают. Вот если к какой-то картине подойти и пощекотать грушу, то ты окажешься в этом. Окажешься на кухне. Вот, и на этой кухне там эти гномы работают. Ну, не гномы, а как их там зовут? На воздухе висела. Так, давай сначала тут все осмотрим, потом начнем химичить уже. Распоряжение. Дата 31 декабря 1875 года. Отправитель Мракоборческий центр. Тема
Горбин и Бертекс. В последнее время возле магазина Горбин и Бертекс наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К черному ходу доставляют подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдение. Вы входите в их число. Ожидайте дальнейших указаний. Не знаю, мне это не особо чего-то сказала. Давненько страниц я не встречал, хотя новые локации попадаются. Что-то лежит. Деньги. Целая одна монета, а там больше монет лежало, больше, чем одна явно. Меня обманули. Кстати, уже скоро 14 уровень. Давай, поехали. Варим самогон. Хромой какой. Зельеварение — это самый сложный и опасный предмет в этой школе. Ученикам 5-го курса потребуется невероятное прилежание и эрудиция. Этот семестр мы начнем с рябинового отвара. Ну, наконец-то. Мистер Тракар, можете рассказать нам, чем может быть полезно это конкретное зелье? Да, профессор Шарп. Рябиновый отвар используется для обработки ран, в некоторых случаях как заживляющее средство. Он может исцелить некоторые раны, но далеко не все. Когтевран получает очки. К концу этого занятия каждый из вас сварит свой собственный рябиновый отвар. Никогда не знаешь, когда он может пригодиться. Приступайте. Этот хромой прям типичный трудовик такой. Хромой какой-то, полупьяный. Самогончик, короче говоря. Вот. Толочь ингредиенты следует равномерными и уверенными движениями. Втираем. Втираем какую-то дичь. Помешивайте зелье в правильном направлении. Хорошо. В общем, дядька-то этот как он. То есть я вот эти семена вырастил сначала у ядовитого плюща. Эти семена надо вырастить, а потом эти семена из этих семян уже приготовить. Ну, из растений, которые вырастет. И потом из него уже приготовить надо. Все, поехали. Ступка крутится, зелье мутится. Добавляю порошки в зелье. Будьте осторожны, случайно чихнув, вы можете стать причиной чего-то там. Чик. И алкоголя немножко. Сок мурка, чего-то, какой-то сок вообще. Мурло комля. Ну и название. Давай. Половник крутится, зелье мутится. Все, самогонка готова. Неправильно мешаешь. Смотри, многие не забыли, как обращаться с котлом. А он подзатыльники, интересно, раздает, если ты неправильно мешаешь. Это зелье не из самых простых. Хорошо. Судя по тому, что я слышал о ваших подвигах в Хоксмеде, вам не помешает изучить защитное зелье Эдурус. Профессор Уизли ведь сказала, что вам нужно достать рецепт в лавке. Да, сэр. Хорошо, на сей раз можете взять нужные ингредиенты у меня в кабинете. Но в будущем вы должны будете приносить собственные ингредиенты. Некоторые из них можно получить из растений, которые вы выращиваете на уроках травологии, но более редкие придется покупать. Однако кое-какие ингредиенты достать весьма непросто. Для этого нужно проявить изобретательность. Когда закончите с зельем, зайдите ко мне. Любопытно будет узнать, у вас талант или вам просто повезло. Соберите яйца пепламбы. Соберите мех темной дворняги. Жесть. Тогда он, видишь, этот... как его? Во все тяжкие. Медлаборатория у нас. А мне показалось, или профессор Шарп разрешил тебе зайти к нему в кабинет. Да.
Все верно, он послал меня за ингредиентами для еще одного зелья. Brilliant. А эти гномы прям палят за тобой. Превосходно, дружище, тебе представилась необычная возможность. Ты же меня помнишь? Я Гаррет Уизли. Ah, yes. Ах да, мы виделись в гостиной. А, вот точно, самогонщик рыжий. Слушай, зелье Удурос даже тролль сварит без труда. А я работаю над одной штукой, которая точно произведет фурор. Just missing one Мне не хватает лишь последнего ингредиента, который придаст особую I изюминку. suspect that's where Полагаю, с этим тебе и нужна помощь. Я знал, что ты быстро схватываешь. Мне нужно одно перышко. Раз уж ты все равно будешь в кабинете Шарпа с его разрешения, может, прихватишь мне его? Я могу достать это перо. Короче, он будет... Этот рыжий, он будет... Не крокодил, он будет варить именно синий мед, который лучше, чем у преподавателя. И потом будет продавать его втридорога. Не хочешь, не бери. Это, короче, этот... Хайзенберг. Дальше. I'll get you the food. Я могу достать тебе перо Вуфера, если ты уверен. Я уверяю тебя, он не рассердится. Перья Вуферов не особо ценные. Даже не представляешь, что именно я варю. Возвращайся ко мне, как только достанешь. Ну вот, еще и рыжий напрек меня с этими перьями. Мех дворняги. Ну хоть... Ебать, это что, шкура? То есть он берет, ходит по ночам, потрошит собак и потом шкуру сушит вот так вот. Какая гадость. Так, Revelio. где яйца ваши? Вот это перо надо рыжему для синего мета, а вот яйца. Ага. То есть надо 4 ингредиента мне, чтобы потом мутить... Нет. Тоже нет. Вот эта штука. А для что это? Которая усиливает защиту выпившего, покрывая его прочной каменистой кожей. Вот я, кстати, этот рецепт купил. У меня его, по идее, даже и быть не должно, вроде как. Или мне бесплатно дали, я не помню. А, вот этот, невидимость я купил. Да, невидимость я купил. Козявки тролля надо собирать. Ай. Козявки тролля надо собрать, чтобы у тебя невидимость была. Ну хоть это... Не творожок подзалупный. Да, рыжий, давай. Here's the flopper feather you wanted. Вот перо отлично, спасибо, еще немного и будет готово. Продолжай варить свое зелье, Дурус, я скажу тебе, когда закончу. Я почему-то постоянно вот камера вверх, может у меня дрейф стика, надо откалибровать его. Professor Sharp said that Wiggenweld Сказал, что рябиновый отвар лечит раны, надеюсь, он мне никогда не пригодится. Не, я думаю, с такой рожей все-таки пригодится обязательно. Так, что там, где трудовик-то? Стенд для зелеварения. Угу. Это теперь мой личный или что? Я могу тут всякие эти непотребства творить? Сварите зелье, используя разблокированный рецепт и стенд для зельеварения. Рецепты и ингредиенты можно приобрести в определенных магазинах. Ингредиенты также можно вырастить самому или найти. Хорошо. Вот. Теперь я могу здесь. Но только сока у меня нету. А где этот сок брать, я пока не знаю. Листья бадьяна как бы есть, но сока нет. Еще и время. А, ну, одна бутылка, серьезно? Что-то хилки дорогие. Что за дичь? Все, стоять, смотреть, тупить просто на это. Надо что-то мешать там, нет? Давай, 17 секунд. Причем хилки-то кончаются, то есть это расходники, понимаешь? Это не как Эстус какой-нибудь. Зелье, которое усиливает защиту выпившего, покрывая его прочной каменистой кожей. Хорошо. Все, надо выходить. Короче, сок Мурлакомля. Где его брать? Тут можно как-то посмотреть?
Не знаю, может быть потом как-то его где-то покупать можем. Так, что там? Меня будут оценивать или что? Или надо к рыжему сначала подойти? О, замутил говна. Надо было ему не доверять. Он только что поселил... Он испортил перо. Извините, профессор. Вычитаю очки у Гриффиндора в который раз. Это дело рук не только мистера Уизли. Его пособник тоже понесет наказание. Зашибись, меня еще и наказали просто так. Ах ты падла рыжая. Можно ему пнуть под жопу? Не ожидал столкнуться с этим зельем лицом к лицу, в буквальном смысле. Впрочем, вышло даже забавно. Надо бы прибрать. А ты доваривай уже зелье. Главное, сам накосячил, а ты, говорит, прибирайся туда-сюда. Ни хрена себе. Надо что, очки сняли. Падла какая. Мне удалось сварить зелье, профессор. Удивительно, что вы нашли на это время. И ведь вы так заняты, помогая мистеру Уизли творить хаос. Ну давай извиняться, нас все равно уже спалили. Не, профессор, я просто не умею отказывать. Я уважаю людей, готовых отвечать за свои поступки. Будем считать, урок вы усвоили. Что касается вашей сегодняшней работы у котла, скажу, что вы хорошо справились. Признаюсь, поначалу я был настроен скептически, ведь я даю своим ученикам углубленную программу, а вы новичок. Я рад, что мне удалось оправдать ожидания. Да, такое случается редко, но запомните хорошенько, вы еще не знаток зельеварения. Пока нет. Вы должны твердо знать, как сочетаются между собой различные ингредиенты. Но этого мало, важно понимать, что они из себя представляют. Прилежно изучайте травологию, вам предстоит выращивать растения, которые используются в зельях, которые вы варите на моих уроках. А теперь рекомендую вам поискать себе немного для практики в зельеварении. Горячий котел нельзя ставить где попал. Ага, вот теперь, короче говоря, мы можем найти место для своего котла, походу. Подожди, что-то громкий звук какой-то, постоянно вот эта музыка, та-та-та-та-та-та, это надо потише, я думаю, сделать. Вот так, давай на 39 где-нибудь. Солевой варщик. Я читал уже. Надо вот этот сок собрать как-то, чтобы сделать себе зелье для хилов. Ну, не знаю, может потом найдется как-то. Все, пошли там кому-то помогать. Девушка из Уагаду, Натионай, попросила меня встретиться с ней в деревушке под названием Нижний Хоксвилл, что к югу от Хогвартса. Мне нужно узнать, чего она хочет. Подожди, а показать на карте это можно? Вот. Угу. Ну давай для начала. Ну в принципе я уже возле выхода. Ладно, просто сейчас вперед побежим, короче говоря. Мне что, точно не надо никакой стол занимать, как бы, она же уже вот тут работает. Все, вот. И по логике вещей, чтобы с ней встретиться, я побегу по лесу. Возможно, там я и найду этот сок. Как бы сюда-то вот, телепорт есть, в любой момент можно вернуться. И никто, кстати, с побочками еще не встречался. Давненько. А я думал, я зелье могу вот так вот уже в этом меню мутить.
А это чисто использовать. Ты его ставишь в быстрый доступ и раз, и можешь сразу же себе его забацать. Причем хилки у тебя тут делать нельзя. Они поругались, что ли? Че за жесть? Давай хоть восстановим, что ли. Че, мужик его побил-то, блядь? Так, как там заклинание это делается, чтобы восстанавливать? Это не работает? Не. Только подсвечивающиеся предметы я могу мутить. Ладно. Взял, отмудохал этого ни за что. А вот в этом крыле, по-моему, я был нечасто, если я не ошибаюсь. Вот здесь есть что-нибудь? Нету. Стой. Вот сюда поднимаясь. Вот здесь я точно не был. Давай-ка мы вот тут погуляем чуть-чуть. Тут наверняка что-то есть еще очень интересно. Ну, к примеру, сундук. С плохими перчатками. О. Сейчас мы замутим под крадули. Чик. Потом вот так. Все, я спрятался, и сундук меня не увидит. 500 монет дают. В прошлый раз. То же самое. А, и я, получается, вышел. Все, как мне обратно появиться? О. Я тут был уже. Только я поднимался и вот здесь вот наверху выходил. Да, ну просто, ну реально, каждые несколько шагов есть какая-то интересная активность, которую я даже вообще еще большую половину не знаю, как пользоваться-то ими. Короче, там еще очень долго можно подниматься. Ну это по-любому какая-то загадка, надо последовательность постучать. Ладно, потом. Это, скорее всего, какая-то музыкальная будет. Хотя, может быть, эти колокола просто так висят. И это не загадка вообще. Все, пошли уже. А вот в этой части вообще я не был. Тоже он есть быстрое перемещение. Это же оно? Да. Это можно спалить? Ой. Подожди. Меняем. Нет.
Revelio. Но я до сих пор остаюсь невидимым. То есть мне надо сначала обратно переключиться. Все. Теперь обратно поставить то, что я хотел. Ладно. Вот гадалки не ходи, я сейчас по-любому буду находить вот этот сок для лечилок. Ну, ингредиент нужный. Знать бы, как он выглядит. Я что-то не особо... Бадьян примерно я запомнил, как он выглядит. Но сок я просто добавлял из фляги, я его не находил. Бля, с этой стороны тоже можно как-то подойти. Ладно, все, давай по этому, по точкам бежим. А туда можно 2 часа тогда добираться. Revelio. Угу. О, вот эти кристаллы, кстати, я уже собирал. Пик. И вот это тоже. Прыгающие поганки. Нет, это не то, что надо. Но я их соберу, они по-любому нужны еще. Что, не лишние, что ли? Лута тут прям не так уж много, к примеру, как в том же самом Ведьмаке, то что ты, допустим, несешься, и каждые 2 секунды ты там можешь какой-нибудь цветок собрать, который, возможно, тебе в будущем пригодится для крафта. Тут этого немного, но тогда бы на это еще больше времени бы ушло. Не совсем ясно пока, что с лечилками. Можно на перерез, кстати, пойти. И, наверное, в лесу сейчас какая-то еще и драка будет до кучи. Revelio. А почему у меня тут перемещение открыто? Я разве тут был? Да ладно, это еще продолжение Хогвартса. Вы серьезно? Да, это он. Да. По-моему, это заведение, как город в GTA, я не знаю. Да, про 5-ю часть имею в виду. Revelio. Знать бы, как этот Мулакомли или как там, как оно выглядит. Сюда можно зайти, слушай. Что такое? Сумка. Ляпу нашел. Revelio. Какая милота, это туалет. Только дырочка, по-моему, что-то маловато. Может, он детский? This looks intriguing. Любопытное место. Согласен. А чем она любопытна? Ну-ка, давай еще раз. Да, нет, вроде больше ничего не подсвечивается. Revelio.
Вон еще побочка какая-то торчит. Угу. Основной квест. А тут их 2. Давай, быстренько Hello. проходим. Can I Привет, ты help you? что-то хотел? А, да, хвала небесам, мое имя Грейс Пинч Смедли. И да, я из тех самых Пинч Смедли, что из Бата. Я так надеялась, что кто-нибудь сюда придет, а ты уже готова была нарушить волю отца, хоть потом никогда бы себе этого не простила. Видишь ли, мне нужно достать с дна озера одну вещь. Можешь ли ты мне с этим помочь? Ладно. Diving into the lake То есть мне нужно будет нырнуть в озеро? Звучит интересно, продолжай. Прекрасно, я очень надеялась на такой ответ. What do you need help А что нужно отыскать? Много лет назад мой дедушка, считавший себя настоящим астрономом, отправился с бабушкой со станции Хоксмит в короткое плавание, чтобы понаблюдать за звездами. Во всяком случае, таков был план. Но они так и не I'm вернулись. so sorry. Мне очень жаль. Что с ними случилось? Никто не знает, что там произошло на самом деле. Вот только ни они, ни лодка из этого плавания так и не вернулись. Предполагается, что они утонули. Мой отец так горевал, что навсегда запретил кому-либо из нашей семьи даже приближаться к Черному озеру. Той ночью вместе с ними пропала ценная семейная реликвия — астролябия. Если ты нырнешь в озеро и достанешь ее, надеюсь, отец хоть немного чего-то там утешится. Ага. Hmm, Даже не знаю, рисковать жизнью ради ненужной, но памятной вещицы. Понимаю, но если вернешь мне астролябию, я буду вечно признательна. Если найдешь там еще что-то, можешь забрать себе. Такой неоднозначный намек. Я проанализировала последнее предполагаемое местонахождение судна, топографию озера, карты, глубины и график приливов. Поэтому уверена, что она где-то здесь, ярдах в 200 от пристани. Мы будем счастливы, если тебе удастся вернуть нам дедушкину астролябию. Так, it sounds as if her astrolabe похоже, is есть just астролябия где-то к northeast. северо-востоку от причала. Нужно нырнуть и Dive down and посмотреть. see. Ну все, вот теперь появилась. А как нырять, интересно? Вот, я хотя бы кролем поплыл. Кстати, ну, они тут немного всего не доплыли-то на лодке. This must be Наверное, семейную астролябию Пинч Смедли надо искать здесь. А как это сделать-то? Ну и чего? Приплыл я. О. Бульбы какие-то. А он сам ее, да, находит? Ваши чеки снаряжения заполнены. Продайте лишнее снаряжение или избавьтесь от него. Ячейки снаряжения заполнены в каком плане? Уничтожить, хорошо. Это дорогое. Вот это дешевое. Блин, хоть иди в этот и продавай там. Всяческое. Это одеваем. Давай какое-нибудь дешевое мы сейчас уничтожим. Походу я то, что... Ну, я не могу собрать. У меня типа не влезает все это задание. Смотрим.
А чё ее нету-то? Ну-ка давай из этого круга выплывем. Вон там еще идут какие-то пузыри. Он еще с правой стороны. Ну давай сюда поплывем. Видимо, в 3 точках надо нырнуть. Эта херня попалась. А, вот он. Дед, походу, пока тонул, раздевался в разных этих местах. Вон еще какие-то пузыри идут. Опять снаряжение заполнено. Хорошо. Давай это уничтожаем. И это уничтожаем. Кстати, и это тоже. Вот это за 200, то, что можно продать, не будем. И вот это что? Ага. 90, 150. Ну давай вот это вот уничтожим. Надо к торговцам прям регулярно, что ли, ходить, я не понимаю. Тоже не то. Вот еще тут. Ну шмоток можно лишних поднять вообще. Астролябия, вот, наконец-то. Рябиновый отвар. О, еще 3 силки, балдеж. Не зря сходил. Вообще не зря сходил. Будет чем подлечиться. Правда, ну, вещей пришлось выкинуть где-то на 400 монет. Ладно. Всё, как забраться-то? По старинке. Выйдем на берег просто. Одежда уже сухая, сразу же шарф разлетается, все нормально. Ну давай. Привет, Грейс. Мне удалось, следуя твоим указаниям, нырнуть на дно Черного озера. Ну надо же, и тебе удалось найти астролябию. Да. Надеюсь, твой отец обрадуется. Еще бы. Не терпится увидеть его лицо. Я так благодарна за сделанное для меня и моей семьи. Тебе бы поискать другие места для погружения. С такими способностями можно достать из воды столько ценного. Ну, можно-то можно. Но это же, блин, столько времени занимает даже. Не, конечно, понимаешь, что они мне предлагают кучу разных активностей и все такое. Уже плюс 40 очков здоровья. Я хотя бы отъезжать каждые 2 секунды не буду. Так, перемещение есть. Подожди, не то. Ну ладно, можно, в принципе, и отсюда портануться. Давай-ка Хоксмит. Сейчас работают у нас, да. Перемещаемся. Сейчас торговцам продадим одежду и купим, если есть этот сок.
Может быть, его пока что не найти, не знаю. Но все равно пригодится, так или It иначе. seems all roads lead to Hogsmeade. Так, где он тут? Вещей просто лишних много уже. Надо тоже как-то от них In the избавляться. market for potions, are we? Слава богу, что тут есть куда перемещаться. Ну, в смысле, много есть фаст-тревелов. Ну вот, под деньгами разжился. Так, а это мы оденем, но... сейчас можно уже одевать. I Подожди, hope to мужик. see you again. Farewell. Шапочку сейчас поменяем. Оп. Так, и давай, чтобы этот колпак Гэндальфа был не виден. А то это какой-то вообще мрак просто. Я тут на мухомор похож. Все, и сейчас мы ему это дело тоже продаем. What can I do for you today? 150, что лишнее, что ли? Он почти 3000 наскреб. Пульсирующее зелье, 1200, да вы психи, что ли? Вот, мне вот это нужно. 50, нормально, дешевая штучка. A wise decision. Thank you. Ну, это уже готовые. Но ингредиенты, по-моему, подешевле стоят, чем, да, чем готовые зелья. Которые в течение ограниченного времени увеличивает урон от заклинаний. Блин, это неплохо, кстати. И стоит вроде недорого. Мощного зелья, которое наносит урон. Перезарядка заклинания. Блин, тут все надо так. Ладно, это берем. A wise decision. Thank you. И это берем. 200 не хватает монет, ну ладно. И как раз на эти 200 монет Farewell. я купил вот этот сок. Ну, почти все разблокировал. Мне кажется, их больше станет еще. Ладно. Так, теперь. Кстати, с картой уже более-менее понятно, как пользоваться. На основное сейчас, да, пойдем. Побочку. Потом уж. А то тут до этого основного задания можно не дойти. Просто часами вот так It's ходишь. good to see you, my friend. В смысле ждать? Она ж тут стоит уже. Прям до утра надо, да, было выжидать. Че ты ходишь? Что надо? Revelio. Поговорить. Hello, Natty. How are you? Привет, Нати. Ты как? Оправилась после нашего последнего памятного визита I am Хоксмит? well. Я в порядке, но беспокоилась и тебе, дружище. Ведь за тобой охотятся Ранрок и Руквуд с Харлоу. I'm all right at the moment. Сейчас со мной все в порядке. Мы об этом не говорили, но я надеюсь, что теперь ты мне расскажешь, почему они тебя разыскивают. У меня одна вещь, которая им нужна, Something that Professor Fig and I которую мы found с at профессором Gringotts. Фигом нашли в Гринготсе. Когда это тебя занесло в Гринготс? Как раз перед приездом в Хогвартс. Из этого мы попали туда через портал, когда на нашу карету напал дракон. Ничего себе. И есть еще кое-что. Честно говоря, это как-то странно. Профессор Фиг говорит, что у меня редкая связь с некой мощной формой древней магии. Ты говоришь о магии, которая помогла сражаться с троллями в Хоксмиде? Думаю, да. Я и сам еще толком не знаю. Но я вижу ее следы и применял такую магию, которой не могу найти объяснения. Я знаю, что это трудно понять. Это уж точно. И у меня еще масса вопросов. Но пока давай остановимся на том, что Руквуд и Харлоу представляют угрозу для нас обоих и для всех остальных, поэтому я и хотела с тобой поговорить. В тот день в Хоксмиде я кое-что поняла. Я видела твое мужество во время боя с троллем и отвагу Сироны, бросившей вызов Руквуду и Харлоу.
Both of you have Ваша смелость inspired me меня to take a вдохновила stand на on my решительные own. действия. What sort of stand? Какие Men действия? like Rookwood and Мы с Harlow мамой offer my покинули life какой-то mathematic город being. из-за таких I am людей. not going to И не sit by намерен and сидеть watch them сложа руки destroy и my new смотреть, как home. они разрушают мой новый дом. Хорошо. Good. Хорошо. Роквуд и Харлоу опасная парочка. А теперь они еще и с Ранроком All the more reason they спелись. must be stopped. Тем больше Rumor причин. has it that Theophilus Harlow Слушай, runs Rookwood по State слухам, Jail, but Теофил Харлоу taking заправляет him чем-то down так. would cripple Если Rookwood's справиться с ним, то вся entire затея enterprise. Роквуда пойдет That may be прахом. true. Может и так, но разве негодяем вроде Харлоу не должна заниматься? She was Я с ней polite, говорила, она была очень but любезна, но по понятным perhaps причинам не стала understandably осуждать discussed подробности details с with the учеником. students. I overheard Я some of послушала Rookwood's разговоры lads talking бандитов about the Роквуда о massive незаконной poaching ловле operation волшебных Harlow's существ, done. которые I размышляет was Харлоу. thinking that we could investigate Подумала, что можно разузнать об этом побольше, собрать доказательства его вины для констебля Сингерн. Хорошо, но But как? how? I am going to watch and Я буду listen, внимательно find смотреть и out слушать, выясню, что precisely именно what Harlow замышляет is up to. Харлоу. Как, что узнаю, сообщу тебе. In the meantime, А пока remember, помни, я I всегда am here готова if you прийти на need me. помощь. Thank you, Natty. Спасибо, Натя. Мы просто поговорить с ней сюда пришли. Слушай, за ней даже идти не надо. Ну и ладно. Пойдем тогда тут посмотрим, что есть. Что здесь происходит. Да, и задание выполнено. Еще какая-то незнакомка. Замок. Подожди. Ну да, его пока открывать нельзя. Мгм. И оба сундука там. А вот третий вот тут. Можно взять. Сейчас мы вот здесь вот хотя бы по круге пороемся, и тут определенно еще хватит нам на это какого. Их в окошко не пробраться. Хватит еще на третий рецепт. А, серьезно? But, Mummy, Archie, I don't have time to argue. Я тут ворую у детей. Not to stray far from home. Жесть Especially какая. when I'm inside with your little sister. even Mummy. Так, вот тут еще How сумка beautiful. есть. These horses with wings. Как? А, подожди. Оу. Это было опрометчивое решение. Very well, Mummy. Надо было другим чем-то разбить, наверное. Я взял взрывом бахнул. А, это другой дом, вот поэтому сюда нельзя, да, пробраться. Слушай, ну есть ящики. А, не, подожди, можно. Это дом хоббитов. Надо замки уметь открывать. Never thought Ramrock's loyalists would go this far. Что он продает? Тоже зелье? Hello, sir. What do you sell Чем here? торгуешь? Hello, I'm Jalal Semi. Это моя лавка зелья. Я готов ответить на ваши вопросы о нашем городке. Да какие вопросы? Ты мне зелье продавай. Взглянуть на товары. What do you have for sale? Угу. What can I help you with today? Так, это не продаем. Вот это продаем. I'll have no trouble selling this. Это тоже. Thank you. А какое лучше-то? Вот это можно продать. Вот это точно. И вот это. 2 лечилки можно взять за 100 всего. Но лучше мне телепортироваться и взять рецепт. Да? К тому же тут недалеко.
Давай-ка, наверное, так и сделаем. И потом сразу здесь на побочку пойдем. Да тут и основное. Хоксмит. Переместиться. Сразу тогда у этого мужика рецепты скупить, а потом уже как-то оперировать с этими. С ингредиентами. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Помогите незнакомке. Сейчас все сделаем. Подожди. We have everything a young student might need when it Мужичок. comes to potions. Have a good look around. Давай, последнее. A wise decision. Все. Thank you. I hope to see you Ну, again. ингредиенты потом как-нибудь наберем. Стоят они недорого. Давай мы тут шапку еще поменяем. Очки. А то опять заставит выкинуть. Не знаю. Не идут ему очки, по-моему. Пойдет. Неважно, в принципе, какой там у тебя палка. Главное, чтобы она была хоть какая-то. Так, давай. Телепорт. Карта мира. Да. It's like a place right out of a storybook. Так, сначала давай побочку мы возьмем, а потом уже будем потом будем брать основное задание. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me. Прошу прощения, у вас что-то случилось? Hardly. Можно сказать, что да. Я больше не могу вести дела, и к тому же едва не лишился жизни. Вам стоит поискать товары в других местах. Мне теперь нечем торговать. Никогда не думал, что дойдет до такого. Не теряйте бдительности. Ранрок и его сторонники никого не пощадят. They attacked you. Они напали на вас? Ранрок Не терпит гоблинов, которые не хотят к нему примкнуть. Мне бы тоже хотелось, чтобы волшебники относились к гоблинам как к ровне, но я не считаю, что для этого нужно что-то там делать. Когда я сказал им об этом, они вышли из себя, избили меня почти до потери сознания, отняли у меня тележки и все мои пожитки. И даже забрали самое дорогое, мои картины. Если увижу тележки, обязательно вам скажу. Это очень мило с вашей стороны, но думаю, что их утащили в лагерь к юго-западу отсюда. Дорога туда проходит возле руин, пытаться их вернуть было бы очень опасной затеей. Правда, я заколдовал тележки, чтобы они вернулись ко мне в случае потери. Хотя шансы и невелики, я все равно еще надеюсь, что могу вернуть себе часть украденного. Так подожди, он же этот какого? Он же их заколдовал, чтобы они к нему вернулись. И тут же он говорит то, что я должен ему помочь. Странный какой-то он. Ну, тот сундук не достать, он закрыт. Сейчас попробуем, кстати, прийти в лагерь гоблинов, надавать им по щам и заодно покувыркаться. Это поможет нам выполнить еще одно побочное задание. Шипастый плевун 14 уровня. Ну как и я тоже. Ну-ка, старичок, иди сюда. Ну, что-то он сопливый какой-то. Ну-ка, я выполняю таким образом задание. Стой, проверяем. Задание. Угу. Автоматически делается. Надо, чтобы прям кружок загорелся. Загасить мы его успеем всегда.
А и задел он меня. Сколько еще раз так кувыркаться надо? Лень. И ему хана. Yes. Всё. Теперь можно мочить его. Levioso. А все, он уже сдох. Not my fault you're a deadly great You- spider. И у меня... А, кстати, интересно, она у меня полная шкала вырастет? Да. То есть лечилки не обязательно прям... Короче, главное во время боя все 6 штук не потратить. А если между боями есть перерыв, тогда запросто. Ладно, понятно. Такие. Хоть у них и здоровья больше, но все равно ты их как-то с 3 ударов, что ли, убиваешь. Этих быков я могу замочить? Ладно, пауков полупим. Какой люмос? Слушай, ну боевка уже вроде как получается. Ну, по крайней мере, я понял примерно, что с ними делать. А вот здесь у нас знак вопроса какой-то. Лагерь чей-то. Revelio. Всё, и он исчез. То есть тут достаточно было просто это дело, лагерь это осмотреть, да? Проверяем. Да. Ладно, лагерь гоблинов, туда нам идти надо. Вот метла бы сейчас не повредила, кстати. Past О, the ruins. иди-ка сюда. 4 удара надо ему. Кстати, из-за него какие-то ачивки дают. Что-то там еще 3 паука, по-моему, надо мне убить, и что-то должно выпасть. Да что такое? Я думал, как-то оно подозрительно выделяется, это растение, его можно собрать. Но нет. Он как раз по-любому 3 паука. Lumos. А это бегун уже, кстати. Lumos. А какой люмос? Я на защиту. Это плевун, а тот бегун. Они чем-то отличаются. Ай-яй. Ну тут никак, кстати, не уйти. Минус 1 и минус 2. Отлично. Подожди, вот здесь что-то было. Ну ты сдохнешь, нет? Это пауки бессмертные. Cursed fingers. Жалко, не отмечается то, что с них выпало. Я не знаю, я там, по-моему, что-то выполнил. Не обратил внимания. Так, лагерь гоблинов. Пошли мочить их. Обучение это, конечно, хорошо. Encampment. This must be Okay. it. Иди сюда. Lumos.
Под жопу ему прям. Отлично. You've one less follower, Ranrock. Мы потихоньку этот лагерь-то, наверное, зачистим. Надеюсь, тут не будет 508 человек, которые еще и подмогу позовут. Looks as if there's more than one way to enter. Его не притянуть. Вот это вот. Ну-ка, иди-ка сюда. Так, -1 точно. Древняя магия. До свидули. 30 гоблинов надо победить. Кстати, будет какая-то ачивка там. О, они прикольно еще там что-то исчезают, появляются. Ай-яй-яй. Не того. Притянем его. Пока он в воздухе болтаемся. Угу. О, ни хрена их тут. Ну мы так долго, походу, этот лагерь будем чистить. Ладно, опыт растет. Not your best moment, I fear. Да, прилично их тут. Ай! О, какой! А чё он такой борзый? Давай древнюю магию. Так, ну -1, второй. Их еще что-то сыпется тут вовсю. У врагов плохо то, что уровень вместе со мной растет. Некоторые места очень много. Бам. Прикольно, можно предметами пользоваться. Иди-ка сюда, дружок. Четверо осталось. Ха-ха. Прикольно, я ему этой какого наковальней по башке треснул. Наверное, очень больно. Догоночка. Слушай, ну такая боевка прям отличная. Если так оно и будет, то будет замечательно. Ага. Надо ближе, что ли, к нему подойти, я не понимаю. Ой, давай полечимся. Надо ближе к нему подойти. Бам. Все, последний. Сколько? 1. Кем бы был? Треснуть. Вот так. Ближе ко мне. Успел. Он успел по мне врезать. Бля, ну он упал за ограду, придется за ним идти. Кстати, заодно и полечимся, а то я что-то поторопился. Удерживайте 2 врагов в течение 5 секунд в воздухе. Ну, не знаю. Что-то тут правда лагерь здоровенный. А все, он заглючил, он даже меня не видит. Надо какие-нибудь помощнее заклинания, потом уже издеваться над ними. Но прикольно то, что можно драться по этими подручными предметами и лупить их всякой чушью. Просто залетаешь в лагерь и начинаешь их избивать.
Это прикольно. Там что-то светится. Надо посмотреть. Lumos. Levioso. А, вот оно что. О. Плиточка нашлась. Так. Там вот еще при входе что-то такое, туманность какая-то подозрительная. Вот это что такое? Ага. Incendio. Lumos. Но мне пока этим не учили пользоваться. Levioso. Это какие-то некие секреты, я думаю. Которыми я еще... Ну, загадки, короче. Потом, наверное, это все нереально будет вспомнить. Где что находится, где искать. Боевка, ну, как получше привык, боевка побольше уже нравится. До этого как-то вообще вот на этих испытаниях было всё плохо. А сейчас она стала получаться и уже куда проще. Ножи сами себя точат. Дожили. Ну-ка. Revelio. Ты такое? Incendio. Я близко таким заклинанием пользуюсь. Lumos. Levioso. Которое может просто взорвать, и у меня все здоровье снесет. Высвободите тележки из лагеря. Точно, мне же этот дед попросил. Гоблин. А как это открыть? О, что-то можно сделать. О. А, вот оно в чем дело. А они их заперли. И тележки не могли выехать. Он же их заколдовал там. Revelio. Я уже забыл, что он мне тут объяснял. Целых 5 минут. Да, вроде все. Ну, вот этими туманностями я не знаю, как пользоваться. Вот они тут везде вообще. Стой. Если уметь притягивать эти шарики, то их можно вот сюда, в эти дырки запихивать. Вот в эти вот дырки. По 4 штуки. Но оно почему-то не горит. Lumos. Levioso. Accio. И тогда, наверное, тут что-то откроется. Вот одна тут, другая там за бортом. И вот тут 4 шарика лежит, и там 4 шарика. И загадка будет решена. Надо как-то вот эти вот корни спалить, которые ограждают их. Баба странная ходит. А это что? Волки. А им до меня не добраться. Ся-ся-ся. Балдёж, тихо, только не падай. Нахрена, а тут волк. О, тихо. Это все? Нет, еще последний. Отлично. Ну это ладно. Зато я сколько меха настрелял только что. Revelio. А как пройти туда? Эти корни надо сжечь. Incendio.
Надо что-то только помощнее. Мгм. Либо какое-то заклинание, которое растаскивает эти корни. А, точно, мне же там в обучении когда-то говорили то, что вот так у нас обозначается треугольником пещеры. Ну хорошо, я хотя бы ее не потеряю. Все 3 собрал, даже 4. Хотя разрушал 3 кристалла. Па-па-пам. Сейчас мы тут по дороге вообще все пособираем. Сжечь ее. Нет. Это не можно сделать. Ну вот. Начал с атомика. А я что-то пораньше Хогвартс запустил. Но атомик тоже будет. Короче, они пока дойдут, они уже все подохнут. Я сейчас, наверное, в отпуск выйду, да потом буду параллельно и атомик, и Хогвартс проходить. Времени побольше. Сейчас пока так, балуюсь. Взял бы барана, подстрелил. Бараны, короче, бронированные. Было бы забавно, если тут полная разрушаемость мира была. Типа камни в воздух подкидывать, тут же этих баранов этими камнями мочить. Так просто, да забавы ради. Это что такое? Опа. Короче, я понял, как они растут. Слушай, ну не часто, походу, они встречаться-то будут. Давай сюда заползем. И чего? Короче, все, что знал, применил. Не знаю, как эти стенки открываются. Ну, все со временем. Вот, опять грибы. Блин, а я их покупал по полтиннику. Короче, я понял. Я понял, где они и как растут. Ну, возможно, они не только вот возле таких подземелий, но хотя бы их тут много. Потом забацаем себе хилок. Надо еще проверить, какое количество максимально можно с собой таскать. Я думаю, 6 это не предел. Может быть 10 в классике. Вот именно по лесу, по-моему, полезнее прогуляться, чем по тропинкам бегать. Ладно, давай ему квест сдаем. Будем закругляться. Арн, я к вам с хорошими новостями. Ваши тележки скоро будут у вас. Я не знаю, что и сказать. Я уже отчаялся вернуть свое добро. Среди сторонников Ранрока я прослыл дураком за то, что верил в доброту волшебников. Но благодаря вам я знаю, что не ошибался. Было трудно. Без проблем. Да без проблем. Блин. Они были решительно настроены. Рад, что вы в порядке. Я жду не дождусь, когда ко мне вернут вещи, особенно краски. Вы знаете, что вы меня вдохновили. Я много лет водил дела с ведьмами и волшебниками, и мы всегда отлично ладили. Наверное, я посвящу свое следующее полотно всему хорошему, что у нас было. По-моему, у этого гоблина, у него зрачки, точнее белок у него забит, как татуировкой, чернилами. Чудесно. Да, пусть рисует, я не против. Отличная идея, Арн. Желаю вам удачи. Скорее я бы взялся за работу. Еще раз спасибо за все, что вы для меня сделали. Не благодари. А что мне за это будет? Большое гоблинское спасибо. А, нет, слушай. Шлем какой-то дали. А что за шлем? Перчатки. Ну, тут, наверное, каких-то хороших уже нету.
Все, что мог, я собрал. Это давай сюда. Это лучше. Хуже. Палка. Да, блин, вообще без разницы, какая у тебя на этот рукоять у палки. Что там, 15, да? Да. 34. А он такой же, кстати. Можно продать. Ладно. Будем закругляться на этом. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи. Пока.